Нормальное место? Да, это на Дилижан похоже. Любимый комик комиков? Паша Воля, это вообще смешно. Они вот такие, но ты нормальный. Что ты делаешь? И я просто сказал, что это худший комик России. Ты хочешь поговорить? Ну, давай поговорим. Артур, впервые о том, что мы очень хотим видеть тебя своим гостем, мы написали тебе весной 2020 года. Ты отказывался какое-то время, потом соглашался, но у нас не получалось по календарям. И вот спустя 3,5 года мы встретились. Мы очень рады. Да, я тоже. Мы долго думали, где можно встретиться, и придумали не самое очевидное место. Если кто-то не знает, Артур Чапарян имеет такое свойство сделать что-то яркое, заметное, громкое, а потом пропасть на какое-то время. Я не путаю ничего? Ну, не всегда прям громкое, но сделать и пропасть — это вот, да, похоже. Мы сейчас в месте, которое может идеально подходить для того, чтобы скрыться, если ты в Европе. Мы на Корсике. Это замечательное место для того, чтобы отключиться от хоть суеты, хоть от проблем, которые у тебя есть во внешнем мире. Наш план. Мы пообщаемся и сделаем это на фоне всей красоты, которая здесь есть. Пока мы ездили по Корсике, ты попросил меня зайти в личные сообщения Инстаграма и посмотреть, нет ли там сообщения от тебя. Да. Почему? Я тебе писал. Ты помнишь бывшую, когда я продал телеграм-канал? Телеграм-канал «Бывший» — это первый проект, с которым очень широко выстрелил Артур Чапарян. 1000 раз про это рассказано, про то, как ты его создал, потом продал за 1 миллион с чем-то, потом снова выкупил. Ну, в общем, там была большая эпопея на стыке комедии и бизнеса. Да. Я когда продал канал, у меня было еще... Ну, у меня еще были деньги накоплены, и у меня было порядка там 1 700 000 рублей. И мне кто-то сказал, что реклама у Дудя стоит примерно вот столько. И я тебе написал, потому что я хотел, чтобы ты сделал рекламу. Я хотел все деньги отдать, чтобы ты сделал рекламу меня просто как человека. Чтобы при этом непонятно, что конкретно рекламируется, просто чтобы ты такой 2008, ну вот в своем стиле, там какая-то история, и такой, и вот Артур Чапарян, просто вот что есть такой человек. И люди не понимают, куда переходить, что нажимать, просто дурацко. Живет такой парень. Да. И вот я тебе написал, отправил. Я вот не знаю, то ли исчезают сообщения там спустя большое... Я не нашел, потому что... Да, я видел, что там его нет. Но странно, потому что я еще даже обиделся, что ты не ответил. Ты сам в рекламе не снимаешься никогда. Да. Почему? У меня есть категоричный принцип, который... я иногда про него говорю, но я не говорю, что надо этому следовать. То есть это моя категоричность. Я тут в мораль не ухожу, что... Ну, я ухожу в мораль, я говорю, не надо так много делать рекламы, но при этом я не говорю вообще не делать. Почему я не делаю? Потому что, ну, не прикольно как-то. Ну, в «Бывшей» ты делал рекламу, и она была клевой. Ну да, это вот, знаешь, было вот это время, когда все пробовали какие-то вот, были вот эти рекламные интеграции, и мне было интересно, и очень сильно... Я хотел велосипед один, и он стоил дорого, и мне написал человек по рекламной интеграции. Там промокод был еще смешной, я не помню, что это было. И он предложил деньги, я сказал, давай еще столько, и я куплю велосипед этот. Он такой, давай. И меня подкупили. Что за велик? Немецкий велосипед, Шиндельхойер называется. А это шоссейный, МТБ или как? Single speed. Ну, городской, но тонкий, легкий велосипед. Сколько он стоил? Он тогда 85 000 стоил. Ну, в «Бывшей» ты продавал рекламу за 200-300. Но первая была 85. Потом я вошел во вкус, а потом я решил, что я больше не буду.
В выпуске, который вы сейчас смотрите, мы путешествуем по Корсике, родине Наполеона. Про него будет чуть позже. В этом же выпуске мы говорим про разное кино, и эта интеграция тоже про кино. В последние недели противоречивая биография Наполеона в топе культурной повестки благодаря новому фильму Ридли Скотта. А прошлая попытка Голливуда осмыслить жизнь легендарного французского императора была не менее громкой. Стэнли Кубрик в 60-е задумал проект, который принято считать величайшим из неснятых фильмов. Только одна деталь для понимания размаха. К батальным сценам планировали привлечь 40 тысяч пехотинцев и 10 тысяч кавалеристов. Кубрик даже договорился об этом с армиями Югославии и Румынии, но договориться с голливудскими студиями не удалось, и финансирование фильма было заморожено. Узнать много интересных деталей про снятые фильмы Стэнли Кубрика можно, оформив подписку на моих давних друзей из онлайн-лектория «Синхронизация». В подписку входит курс «Кино глазами режиссеров», который помогает осмыслить жизнь и творчество 18 знаковых режиссеров, в том числе Стэнли Кубрика. Каждая лекция курса снята в стилистике конкретного режиссера и погружает в атмосферу его фильмов. При этом у синхронизации есть и другие курсы про кино, которые можно проходить по подписке. А всего в подписку входит более 100 курсов по 20 темам: кино, музыке, литературе, искусству, психологии и многим другим. Например, только из курса «Литература. Полное погружение» я узнал, что «Война и мир» изначально задумывалась как небольшой роман с названием «Все хорошо, что хорошо кончается». А в курсе «Великие композиторы. Как слушать классиков», про него была наша предыдущая интеграция, мне объяснили, как Петр Чайковский изменил восприятие музыки к балету, которое до этого считалось второсортным жанром. Эти и другие курсы входят в единую годовую подписку. Берите все, что хотите, и в любом количестве. Оформив подписку синхронизации, вы обеспечиваете себя интересным и развивающим досугом на год вперед. А чтобы такой объем знаний было легче усвоить, на каждом курсе есть тесты и памятки. Плюс часть материала подается через игровые механики. Сами лекции тоже не про монотонность. Даже самые сложные понятия лекторы синхронизации объясняют живым и доступным языком. Стоимость подписки — 36 тысяч рублей. Но по промокоду «ВДУТЬ» можно получить скидку 65% и оформить ее всего за 12 600 рублей. За эту сумму вы получаете доступ абсолютно ко всем курсам синхронизации. В том числе к новым, которые команда синхронизации выпускает каждый месяц. Промокод действует не только на годовую подписку, но и на любой курс синхронизации. Но тогда скидка будет 15%. Платить можно и российской, и зарубежной картой. Сразу или в 4 платежа. Поэтому покупать годовую подписку гораздо выгоднее, чем каждый курс по отдельности. Переходим по ссылке в описании, оформляем годовую подписку на синхронизацию и развиваем себя. Тебя часто называют авангардистом российской комедии. Почему? Прям так называют. Наверное, потому что что-то новое пробую частенько. Тебе льстит или, наоборот, напрягает? Я ее не слышал, но сейчас было приятно. Еще про тебя говорят, что Чапарян — это любимый комик комиков. Как ты к этому относишься? Тоже я этому рад. Значит ли это, что далеко не всем зрителям ты при этом заходишь? Да, тут есть чуть-чуть дисбаланс в этом плане, потому что комикам все равно нравится чуть другое, а массовому зрителю чуть другое. Но я пытаюсь балансировать, потому что самый лучший вариант — это когда ты нравишься и комикам, и зрителям одинаково. А есть такие варианты? Да, есть. Тот же Луис Си Кей — это как бы прям классический такой пример. Но если ты нравишься только зрителям, комикам не нравишься, такого много. Я лучше буду нравиться комикам. Потому что если ты нравишься комикам, то твои профессиональные заслуги как-то оценивают профессионалы. А когда зрителям, ну, со зрителями можно много что делать, в том числе обманывать. Обманывать? Ну да. А как это? Ну, прикидываться кем-то другим. Работать комиком, вот так. Мы так это называем. Работать, а не быть. Да, есть люди, которые работают комиками. Они делают все, что в понимании зрителя ассоциируется с комедией, и в целом они не смешные. Ты никогда не стесняешься называть фамилии, когда ты говоришь про комедию? Кого ты имеешь в виду? Приведи 1, 2, 3 примера. Данила Поперечный — это не комик, это работа комиком. Это ютубер,
который работает стендап-комиком, потому что так можно заработать денег. Может, и не только поэтому, но это не комик. Только из-за денег? Может, ему нравится? Нет, не только из-за денег. Ну, может, ему нравится, но... Да это сложно объяснить. Но Данила Поперечный в тусовке комиков — это непризнанный комик. Леха Щербаков нравится комикам? Леха Щербаков, да, по-разному. Но Леха Щербаков комик. Это вот прям комик-комик по натуре своей. То есть он не работает комиком? Он вообще не работает. Он вот какой... Я бы даже сказал, что ему надо чуть-чуть поработать именно. Ну, стать как-то профессиональнее, наверное. Он не смотрит юмор. Он такой вот, он сам по себе смешной и так и двигается. То есть многие комики, они даже пишут, им пишут часто, или они с кем-то пишут. Леха никогда ни с кем не пишет. И я даже не думаю, что он садится и пишет прям. Он просто там вот что-то пришло в голову, вышел там, дал концерт на 100 тысяч человек. Аячо, главный город Корсики, где мы остановились, это город, где родился Наполеон. Это памятник, где перечислены все его победы военные. И вот там вот надпись про взятие Москвы. Интересное ощущение, да, оказаться у памятника на взятие города, в котором ты большую часть жизни прожил. Насколько верно, что в Москве ничего не поменялось? Если, ну, за исключением рекламных щитов с службы по контракту, других изменений нет в Москве? Особо нет изменений. Я что-то чувствую, но мне говорят, что это внутри меня, это я вот так смотрю теперь. Но вот это на самом деле такое и есть правда, что культура как бы остановилась. То есть там как будто все остановилось на самом деле. Я это замечаю в своей сфере, потому что никто уже не пытается, никто не закладывает какие-то шаги на будущее, а все пытаются здесь и сейчас что-то сорвать, получить, потому что понимают, что все очень нестабильно. И в этом плане как будто никто не думает там на несколько шагов вперед, что сделаем вот так, чтобы вот это сделать вот так в дальнейшем. Никто уже не знает и никто не хочет про это думать. Это как инвестиционный климат очень плохой. Нет смысла рассматривать там инвестиции чего угодно, когда вот такая нестабильность бывает. И в этом плане я чувствую, что и юмор, и музыка, и все. То есть вот культурная часть, в моем понимании культурная, она просто встала, и в ближайшее время я не думаю, что что-то будет. А сфера развлечений как будто наоборот, знаешь, как я читал роман «Чума», там было, что когда в город пришла чума, все бары и рестораны забились до отказа. Это парадоксально, но люди как бы пошли тратить все свои деньги на впечатления и на развлечения, потому что они понимают, что все может закончиться. В этом плане в Москве рестораны и сфера развлечений, то есть даже первый раз я прилетел, я иногда видел просто вечеринки, там люди так усердно тусовались, я такой, ну вот это, наверное, вот это проявление, что берем деньги, идем дополучать все впечатления от того мира, который был, потому что надвигается чуть другой мир. Ага. Вот это ощущение я испытываю и до сих пор тоже. Ты при этом не даешь концертов в России? Да. Почему? Ну, не хочу пока что. Я помню, вот когда я прилетел, там были варианты, потому что хочется зарабатывать деньги, но у меня вот внутреннее ощущение было, что это как-то не то сейчас. Сейчас нет ощущения, что это не то, потому что там все активно дают концерты, даже очень активно. Но все равно я уже как-то такой, я не даю концерты, пусть так и будет. Но частные выступления у меня были. Корпораты? Несколько. Да, 2 дня рождения. Сколько стоит твой корпорат сейчас? 350 тысяч рублей. Это за полчаса или за час? За 20 минут. Ну, отказ от концертов звучит как такой political statement.
Это мой мини-бунт. Пока мы ехали на первом участке нашего пути, и пока до воды еще не добрались, ты говорил, что ну это же Армения. Да, это на Дилижан похоже. Ну, кроме вот этой водички, ну, в целом. Где ты сейчас живешь? Вот сейчас я полечу в Армению, а так я... Получается, в основном я в Армении, но иногда я лечу в Москву. То есть я и там, и там. Но больше в Армении. В Москве я вот лето провел в итоге. И чуть-чуть осень. Почему ты теперь больше в Армении? Ну, я улетел с самого начала. У меня еще девушка была, мы встречались с девушкой, она украинка была из Одессы, и мы поняли, что как бы не получится тут жить. И через неделю где-то, ну, в начале марта мы улетели. И вот мы с ней жили. У родителей есть квартира в Ереване, вот мы там жили. Ну и потом расстались через годик вроде. И она улетела куда-то дальше. Я вот остался в Армении, делать документы, чтобы в США полететь. То есть у меня план, что я в Армении, но в скором времени как-то попытаюсь полететь в Америку. Ты делаешь талант-визу? Угу. Талант-визу или грин-карту? Талант-визу. Мне сказали, что проще талант-визу, а потом через нее грин-карту, поэтому я послушал. Есть два типа, если кто-то не знает. Талант-виза — это О1, кажется. Слушай, О1 или О2 я путаю. Да. Меня О что-то, вот. А есть грин-карта, это Е11, кажется. Это когда ты переезжаешь, и, ну, то есть, когда прям звезды это могут делать. Ну, собственно, ты там, бы точно подходил под этот критерий. Мне кажется, не совсем, потому что у меня недостаточно телевизионного какого-то там опыта. И там им важно еще странный пункт, но я понимаю, почему, если ты где-то в телевизионной передаче как член жюри сидел. Типа, если ты сидишь в телевизионной передаче как член жюри, значит, у тебя есть заслуги, тебя позвали, и это как показательно. Так ты и пожалел, что с КВНом у тебя не сложилось, да? Да. И побывать где-то между Гусманом и Нагиевым. Ну, вообще стоило бы куда-нибудь сходить, посидеть там, поумничать, типа, давайте, ребят, поднажмите и в следующий раз вот эти фразы поговорить. Как ты относишься к оцениванию юмора через жюри? Я просто не могу, я не хочу думать, что я решаю что-то на чем-то пути. То есть если я там вижу, допустим, тянут рычаги, что ты слетаешь, а я такой, ребят, давайте-ка мы поднажмем, я бы всем так делал. То есть странно говорить «нет» кому-то, потому что любой, кто поднажмет, у него получится в следующий раз. А есть примеры такие, которые ложат Саша Малой, например, это одно из худших выступлений в Comedy Battle. Там прям все ужасно было. И там даже у Воли есть такой прикол, что когда выступление плохое, он поворачивается в камеру и разговаривает со зрителями, что так не очень уважительно. И вот у Малого там мало того, что рычаги, там еще он поворачивается, разговаривает. Ну и Малой сейчас в 100 раз смешнее, чем Паша Воля. Ты так считаешь? Я так считаю, да. А почему? Ну, Паша Воля — это вообще смешно. Ты в ироничном смысле? Не, я серьезно. Ты спрашиваешь? Ну да. Слушай, но у Паши Воли есть свой зритель. И, то есть есть люди, для которых это смешно. Но есть свой зритель не значит, что... Ну, тут вопрос опять-таки субъективности юмора. Я считаю, что юмор не субъективен. Ого! Да. Слушай, но есть хороший юмор, есть плохой. Если человек не понимает, и он смотрит плохой юмор, почему это называется субъективизацией? Почему это так? Как с музыкой. Вот ты слушаешь музыку, ты понимаешь, это дерьмо там. У нас будет много про теорию юмора, потому что Артур вот в препарировании юмора на такие профессиональные вещи, ты прям специалист. И вот мне, как человеку, как потребителю, и просто интересующемуся, можешь признаки плохого стендапа? Что это? Кривляние. Кривляние — это даже не на первом месте. Первое место — это вот вообще сложно определить, но давай шаблонность. Попробуем. Шаблонность. Шаблонность, туда же пошлость. То есть, когда ты слышишь что-то и понимаешь, что ты уже это слышал, это не прикольно. Но это прям вот, знаешь, банальные какие-то вот истины, что... Вот давай, что... Вот я сразу Пашу вспомнил, что русские суровые.
Ага. То есть то, что там русские суровые, у них там такой менталитет, что им все пофигу, вот это. Во-первых, я считаю, что это не так. Во-вторых, это уже настолько обшучено. Еще потом Мартиросян про это шутил у себя в концерте. И ты, когда это слушаешь, ты понимаешь, что людям это может нравиться, потому что для них это надежно. Типа они это уже слышали, и они понимают. Зрителям. Зрителям, да. Но как бы если ты там занимаешься юмором, надо стараться искать какие-то, знаешь, это как снимаешь слой, то есть в обществе накопилось недовольство чем-то, и надо постараться первым снять вот этот слой, про него рассказать. А, снять это не избавиться, а в смысле Не, использовать? именно, да, использовать. Ага. Типа вот общество к чему-то там приходит, и ты берешь, и ты вот начинаешь про это говорить. Например, Русские суровые, он под этим слоем? Он уже давно это снято, уже давно про это сказано. То есть ты ничего нового там не скажешь, и из-за того, что ты ничего нового не можешь там сказать, ты начинаешь там кривляться, вот, использовать какие-то утрированные приемы для того, чтобы это работало. То есть ты берешь надежный шаблон и как бы говоришь то, что уже было сказано. Вот это, мне кажется, первое определяющее. То, что комик не ищет что-то новое. Шаблонность, окей. Да, шаблонность. Ну, пусть кривляние. Но кривляться можно смешно, понимаешь? То есть Соболев смешно кривляется? Да. Соболев как раз очень смешно кривляется. А по насыщению, ну, не на первом месте у меня среди комиков. Так, что еще, кроме кривляния шаблонности? Еще третий пункт. Нужен, да, третий для красоты. Мне не нравится, короче, когда шутки построены не вокруг идеи, а вокруг слов-усмешнителей. Каламбуров? Нет, даже не каламбуров. А когда, то есть, кто-то рассказывает шутку, начинается идея, а потом он вставляет смешное слово, зал хлопает, смеется, и как будто ты уже все сказал. Но на самом деле ты ничего про это не сказал. То есть, когда смешит не мысль, а слово. Вот это тебе нравится? Да. Не нравится? Это еще, кстати, в советское время это эстрадный юмор так строился. Очень много построено на словах. Именно не смыслы, а слова смешные должны быть. Потому что зритель как-то... Ну, тут любят слова, знаешь. Типа, вот, как сказал, вот это вот, эх. И чтобы похлопать, еще понятно, где хлопать, где смеяться. Вот, например, я там у себя в телеграм-канале разбирал отрывок из женского стендапа передачи. И я просто сразу вспоминаю вот этот отрывок, причем я его случайно увидел, хотя я понимал, как они строят этот юмор. Например, там девушка выступает, она говорит, что мы, там, женщины, ведем себя так, будто мы проверяем мужчину на то, насколько можно далеко пойти до того, чтобы он втащил. Типа они толкают границы до тех пор, пока понимают, что мужчина уже не может. Толкают границы, в смысле, изводят, да, проверяют? В этом есть мысль. То есть ты такой, так, я хочу про это послушать. А потом, что она делает? Она просто говорит, что... Короче, она начинает вставлять слова «писька», там, что-то. Она ничего про это не говорит. То есть это сетап работает. Дальше она говорит смешное слово, и зал такой, все, готово, типа, хорошо. Ты очень интересно, очень смело рецензируешь других комиков. Никогда этого не стесняешься. Ну и часто говоришь, что, эти шутки некачественные. Хочется поговорить про некоторые из твоего концерта. Мы говорили про Павла Волю на Корсике, и ты приводил примеры про что такое, когда шутка обыденная, общепринятая, когда это общее место. У тебя в концерте есть блок на несколько минут про то, как ты даешь взятку гаишнику. Да. Почему шутки про взятку гаишнику — это не Павел Воля? Смотри, я должен был тогда уточнить, что у тебя либо шаблон, но как бы интересное развитие, или ты что-то новое в этом шаблоне находишь, либо вообще не применять шаблон. Шаблон, то, что я даю гаишнику взятку, это, конечно, шаблон. Но я как будто оправдываюсь, я нахожу что-то интересное в том, не в моменте, эта шутка не про то, как гаишнику взятку дает, а именно про то, как он берет ее.
То есть тут уже можно найти новое. Например, ты же помнишь, в чем шутка? Что видеорегистратор. Он говорит, да, что нас тут записывают, поэтому я говорить ничего не буду. И он мне на калькуляторе показывает, сколько надо дать. Я достаю эти деньги, даю молча, он мне молча кивает, я выхожу из машины, и я думаю, если это все... и он мне говорит, все, типа, счастливо. И я говорю, если это все записывается, ни у кого не возникнет вопросов при прослушивании. То есть тут вот эта шутка именно про форму того, как это происходит, что какое-то новое развитие в этом, а не про то, что гаишники берут взятки. Типа развитие технологий позволило тебе обратиться к этой теме. Не технологии, просто... Хорошо, вот если я скажу, что девушка смотрит, там, читает телефон парня, это будет моветон. Но если я в этом найду что-то интересное, типа как она это делает, понимаешь? То есть темы могут быть шаблонные, но внутри... Поэтому это сложно, поэтому это не всегда легко уловить. Но внутри можно найти что-то интересное. Типа если шутка будет в том, как именно она это делает, да? То есть как... Да, да. Ага. Или как ты узнал об этом. То есть какие-то детали, да, они позволяют этой шутке быть достойной того, чтобы даже в таком требовательном, у такого требовательного человека, как ты, появиться. Да, недостойно — это такое слово, просто они освежают это. То есть ты можешь про это говорить. Более того, ты можешь этот шаблон устоявшийся использовать, чтобы построить на этом какое-то обратное видение ситуации. А ты даешь взятки на дороге? У меня было, да, несколько раз я давал. Меня пугали. Лишением прав? Да, я просто не знаю эти законы, за что какой штраф. Про это тоже шутка есть, что мне там чуть ли не сказали, что арест на 14 суток. Ну, это тюрьма. Да. Я такой, ладно, вот там. Да, шутка в том, что меня остановили, я там пересек сплошную, и меня начали сильно грузить, что чуть ли не тюрьма. Я такой, все, ладно, типа, что хотите. А так я понял, я просто знаю эту тему со взятками, но мне выписывали штрафы, и я такой, так а в чем проблема штраф получить? Это же вообще недорого. А еще и на 2 можно разделить, если сразу заплатишь. Штраф удобнее. Просто гаишникам самим неохота иногда заполнять бумажки. И у тебя времени нет. Но чаще всего я говорю, да, выписывайте. Бывает такое, что я говорю, выписывайте, а они такие, да иди уже. Вот так. Как ты относишься к мнению, что Россия сейчас вот в таком положении, с кучей проблем? Да. И, потому что даже Артур Чапарян иногда дает взятки на дороге. Да. В этом есть связь? Да, конечно. Это типа, как это сказать, гражданская неосознанность, что ты думаешь, что я вот это сделаю, это не будет влиять, а по итогу это собирается в одну картину. Шутка про то, как ходят женщины. Объясни мне, как неофиту, чем это отличается от «моя девушка долго собирается». «Моя девушка долго собирается» — это... «Моя девушка долго собирается» — это моветон. Да, это клише такое, вот прям клише. Но если я найду причину, почему она долго собирается, смешную, что у нее там в гардеробе она берет вещь, у нее обратно забирают, допустим, это будет, видишь, тебе смешно, это уже не моветон. Но про то, что женщины плохо ходят, я, может, не слышал, может, ты слышал про это, но для меня это не было моветоном, когда я про это начал говорить. Было, что женщины плохо водят, и что женщины в целом плохо ориентируются в пространстве, потому что они там чуть по-другому устроены в этом плане. Но про то, что плохо ходят, это просто моя боль, как человека, который на велосипеде катается часто, что я по дорогам не езжу, я езжу по тротуарам, и там часто, что когда впереди женщина, я там чуть притормаживаю, потому что резко могут дернуться? Могут просто, Смотри, на тот момент, когда я придумал эту шутку, я жил с девушкой. И она такая, это такая шутка, что мужчины, что плохо ходят тоже, мужчины тоже плохо ходят. Я купил ей велосипед, мы поехали кататься.
И спустя месяц она такая, ладно, типа, да. Шути. Ну да, что это для нее тоже вдруг стало жизненно, что когда женщине надо, типа... Вообще, меня чуть-чуть, честно говоря, может, это не так прозвучит, но меня смущает, что я не могу про женщин... Как только я что-то говорю про женщин, это звучит как что-то, за что можно мне предъявить сразу. Типа как сексизм. Да. Хотя я говорю про что угодно, как угодно, но почему-то про женщин я не могу. Мне начинают, знаешь, вот этот аргумент, что типа, что тебе не дают, что ли, про женщин? Это на самом деле ты так смотришь, но это ж часто. Я когда там шучу, например, человек, который критикует, что типа власть там коррумпирована, что он возмущается, что он не у кормушки, что ли, понимаешь? Да, такое я слышал аргумент. Да. Почему я не могу, почему сразу любая шутка касательно женщин, это вот потому что нельзя трогать, потому что женщины там слабее, да, в этом. Ну, логика, как я понимаю, в том, что, по крайней мере, мы живем в обществе, где женщинам живется сложнее, чем мужчинам, мягко говоря. А я считаю, что не прям тяжелее. Расскажи. Да я не знаю, что рассказывать. Тут как бы меня сразу можно закопать. Но я считаю, что жизнь женщины не такая сложная, как ее рисуют. То есть женщины явно попадают в неприятные ситуации, и они слабее, и они реже могут за себя постоять, чем пользуются мужчины. Но глобально я не вижу, что женщина сильно в худших условиях находится. И в этом плане я иногда позволяю это разрушать чуть-чуть. И это встречается всегда вот так. Типа, а что ты там про женщин сказал? Зачем это ты сказал? Да просто почувствовал. Расскажи про свое детство. У меня странноватое детство. Оно похоже на фильм «Одержимость». Смотрел? Про барабанщика, да. Да. Вот, оно странное как раз из-за того, что вот эта музыкальная школа моя и мои музыкальные успехи, они очень сильно формировали. Ты был пианистом. Да. Ну, и тебе это нанесло такую травму, как, хотя мы не понимаем, нанесло ли это травму герою Whiplash. Для тебя это было так же мучительно, как для героя «Одержимости». Ну, «Одержимость» — это, конечно, не оригинальное название фильма, но он именно был одержим. То есть со мной происходило то же самое, потому что я не чувствовал, что это мне наносит травму, но я понимал, что я жертвую многим ради вот этого. И я даже тогда не задумывался. То есть какие-то моменты ребяческие, там, гулять, там, играть, вот это все у меня на втором плане было, общение, все. Потому что на первом плане у меня заниматься музыкой, сидеть за инструментом часами и вот это делать. То, что это наносит травму, ты понял уже потом? Да, это наносит травму, потому что даже не то, что ты много играешь или тебя заставляют, хоть меня и не заставляли, это неосознанно мое решение. Но это сложный вопрос, но это наносит травму, когда тебя выносят там показывать на конкурсах и так далее. Потому что это соревнования, детские соревнования. Выносят? Это буквально так и выглядит. Просто смотрите, как мы надрессировали вот этого ребенка. Смотрите, как он умеет. И ты садишься и вот это делаешь. Абсолютно неосознанно. И как бы выигрываешь, проигрываешь, видишь, как другие проигрывают, когда ты выигрываешь. Это все взрослый мир. То есть я до сих пор критикую мам, которые отдают детей там, профессионально чем-либо заниматься. Я понимаю, что если ты хочешь что-то делать профессионально и достичь успеха, надо начинать в 3 года. Там. Но что ребенок понимает в 3 года? Это абсолютно продиктовано родителями. Я, когда учился в колледже, я знаю, что очень много детей с 5 лет этим занимаются. Что может ребенок в 5 лет? Я даже плохо помню 5 лет свои. Я просто позже начал. Я начал в 8 лет. То есть ты сторонник мнения, что вот все эти движухи детские с профессиональным спортом или музыкой — это все тщеславие родителей?
Абсолютно, да. Там всегда за любым успешным ребенком стоит мамаша, которая или отец, которые недополучили этого когда-то. И я даже знаю, что они понимают, что это травмирующий опыт, но они все равно как бы добиваются успеха через там детей своих. У тебя есть какие-то вопросы к родителям по этому поводу? У меня были вопросы, но я их задал. Мы поругались там несколько раз, и я как-то отпустил. У меня как раз родители не были такие, что занимайся вот так, но было противоречие, потому что когда я сидел, допустим, 6 часов за инструментом, занимался, они мне говорили, не надо так много сидеть, не надо себя губить. Когда я сидел там 2 часа, мне говорили, почему ты так мало занимаешься. То есть они сами не понимали, они же меня любят, они не хотят меня травмировать, но при этом, раз уж я выбрал путь профессионального пианиста, я не могу 2 часа в день заниматься. Слушай, по этому рассказу не выглядит, что в твоем случае это тщеславие родителей. Да, это я сам захотел, но у нас была другая ситуация, что я думал, что мне надо... я особенный, и мне надо приносить успехи, там, чтобы меня любили. Я так думал. То есть я покупал своими достижениями любовь родителей, которую они и так давали. Просто я думал, что этого не будет, если я не буду это делать. Ты в концерте говоришь, что ты в 1 классе не говорил по-русски. Да. Это не шутка, это правда? Да, это правда. Как это выглядело? Что я русский не знал? Да. Смешно было. Мы переехали в Москву, когда мне года не было. Мы переехали, и мы же армянская семья, и никто по-русски не говорил. Мы когда приехали, мы дома все говорили на армянском. А потом я пошел в школу, и я понял, что я думал, что я что-то знаю там по-русски, но я просто сидел на уроках и видел, как ртом шевелит, и пытался что-то уловить. Смешно, когда меня к доске вызывали, просто я стоял как дурак. И понимал только слово «Артур». Артур, да. Понимал, когда ругались, потому что вот так было. И я имитировал знание русского. Во 2 классе я более-менее уже что-то умел. То есть я как-то мог читать очень плохо. В 3 классе резко у меня техника чтения самая быстрая была среди 2 классов. Помнишь, проверяли технику чтения? Очень быстро как-то я это... Рванул. Да. И вдруг я говорю по-русски, и отличник еще. Но это странно, потому что у меня не было друзей русских, понимаешь? Потому что я, во-первых, не знал язык, во-вторых, я прихожу домой, мы на армянском разговариваем. Но из-за того, что я ходил в школу, телевизор, кстати, очень помог. Я смотрел телевизор и спрашивал там маму, у нас был еще словарь армянско-русский. То есть мы, когда что-то не знали, мы смотрели прям словари. Есть какая-то программа, которая наибольшее участие в твоем освоении русского приняла? Программа по телевизору? Да это мультики были. Реклама больше всего. Потому что я знал все рекламы наизусть, даже не понимая, что они говорят. Велариба, Велабаджа. Чистота это. Да, чистота это, да. Есть история о том, как ты матом кричал на посетителей стендап-клуба номер 1. Да. И она даже запечатлена в репортаже издания «Афиша». Вечер был не очень. Что там было? Я рассказывал шутки, и в 1 ряду сидела или во 2 ряду девушка, и она периодически комментировала шутки. А я тогда был такой максималист, ранние годы стендапа, когда я такой, мы тут вообще-то за культуру, а вы просто как дураки сидите. И она комментировала шутки, не смешно, она говорила, так, чтобы я это услышал. Мне это не понравилось. И в один раз я сказал еще какую-то шутку, и она уже прям не смешно. Вот так, уже как будто мне. Я ей сказал, что иди нахуй. Вот сразу? Да. Потом... нет, я ей сказал сначала, чтобы она не мешала,
Она продолжила мешать, я ей сказал, иди нахуй. А потом я как-то разогнался, я такой, кому еще не смешно? Ну, я подумал, что типа круто. И там люди там похлопали или то ли руки подняли, я уже не помню. Были люди, кому не смешно, да, они заявили да, я об этом. сказал, тогда все идите нахуй. И какой-то мужчина встал и начал со мной прям ругаться, типа, ты кого нахуй послал? Я продолжил, я сказал, ты хлопал? Он такой, да, я говорю, ну тогда тебя в том числе. И он такой, ты чё, блядь, охуел? Ну просто вот, и я вижу, как поднимается негодование. И я продолжаю выступать, и меня освистывают впервые. Меня освистывают, я такой, я не могу продолжать выступление, все, спасибо. И вышел ведущий. Ведущий был взрослый, и он решил сыграть на том, что типа это недоразумение. Хотя и он сказал, что мы введем против него штрафные санкции, хотя я причастен к открытию этого клуба. И он говорит, что зато сейчас встречайте наш русский парень. То есть он сыграл на том, что следующий комик русский, поэтому вы не переживайте, этот уйдет. Я спустился вниз, это же двухэтажный клуб. Я спустился вниз, и был у выхода, и я вижу, что этот мужик идет, и он на меня смотрит, он такой, ты хочешь поговорить? Я такой, ну давай поговорим. И с ним жена и друзья. И он вот так очень демонстративно снимает очки, он такой, подержи, пожалуйста. Подходит ко мне, друзья отходят, и он такой... Не, ну ты понимаешь, что как бы когда стоит человек, вот он из другой страны, да, то есть я понимаю, что ты приехал там, и ты вот это говоришь, то есть сидят как бы русские люди, много русских людей, и ты вот это говоришь, иди нахуй, конечно, во мне это резонирует. Вот так он начинает разговаривать. Весьма интеллигентно. Весьма интеллигентно, но как бы националистически, что одно другому, я заметил, не противоречит. Да. Не противоречит. И я такой, ладно, мужик, типа, все нормально. Он такой, все нормально, и все, разошлись. Про школу ты тоже в концерте рассказываешь. Говоришь, что она была плохая, и приводишь пример, что там было 7 человек, которые из около футбола, и при этом националистических взглядов, националистических или нацистских даже. Но это не единственная деталь. У тебя был одноклассник, который убил человека? Да. Можешь рассказать об этом? Надо понять, он вышел или нет. Но он убил человека, они с другом убили. В каком классе? В 7 классе я был. Прям мой одноклассник, я его знал. Он был из плохой семьи, это все понимали. Он был там двоечник, прям такой лютый. Редко появлялся, и когда появлялся, всегда драки с кем-то. Вот такой был парень. А потом однажды вот нам сказали, что началось уголовное дело, он убил с другом, они убили человека и украли ноутбук у него. Взрослого человека? Да. Я пытаюсь визуализировать, как выглядит семиклассник. Это типа 13-14 лет? Да. Ну да. Что неожиданно, если тебя убьет, да, 13-летний. В целом уже не знаю. Вот, но... Ты смотрел «Город Бога» фильм? Да, конечно. Там, помнишь, дети там расстреливали ходят, убивают людей в мотеле, когда... Я до сих пор помню вот эту вот ухмылку, с которой он это делал. Это очень страшно. Да, это вот страшно. Реально страшно. А как ты учился, как ты закончил ее? Из-за того, что когда мы переехали, мы часто меняли квартиры и школы. Просто потому, что у нас с квартирами как-то не залаживалось. То есть я первое время, там до 7 лет, мы поменяли много квартир, потому что что-то не стыковывалось. Из-за этого тоже мы меняли школы. То есть я к 3 классу, 1 класс одна школа, 2 класс другая школа, 3 класс третья школа. И 3 класс в этой школе мы понимаем, что это не очень хорошая школа. Но родители не хотят менять, потому что они уже боялись за нашу социализацию. Потому что ты все равно... Есть же этот момент, что ты новенький, правильно, в классе. Да, и это тяжело. А еще вот представь, языковой барьер. Ну, вообще, это было очень стрессовое время. И как бы родители решили, что еще и близко к квартире, которую мы снимали, что мы будем там уже, все, хватит. И оказалось, что школа плохая, но типа что-то как-то справьтесь, как-то надо справиться.
То есть я помню моменты, где я приходил, но в целом такой подход был, что я говорил вот папе, что вот меня там черножопым назвали, и он такой, идите, назвали, ну и все, что, не лезь, типа, дальше. Типа, закрой глаза на это, типа, тебе это не надо, не суйся. И вот так и пронеслось. И у меня были вот эти одноклассники, которые двигались по вот этой теме. Но ко мне, это, знаешь, есть вот этот прикол, что они вот такие, но ты нормальный. Ты нормальный. Вот я был вот этот, который, но ты нормальный. Типа, мы хачей не любим, но ты нормальный парень. И у меня был друг Тимур в школе. Он все время дрался там. Он со всеми ними подрался. А я подрался там пару раз, проиграл. И подумал, что нет, я, короче, это не по этим делам. Ты пересекался потом с этими чуваками во взрослой жизни? Да, видел. Что это за встреча? Ну, это было, честно говоря, я чуть-чуть был разочарован, потому что когда я был маленький, я на них смотрел, они все там на спорте были, такие крупные, сильные парни, все время в драках каких-то. А недавно, как недавно, лет 5 назад, может, 4 года назад, я увидел, приехал к родителям, и там продуктовый есть такой плохой на этом районе. С гудящим холодильником? Со всеми гудящими, что есть вообще там. И там был вот этот одноклассник, который, в моем понимании, был самый сильный. И он просто был какой-то такой... Ну, в общем, я разочаровался. Я так смотрел, он как будто даже ниже меня стал. Я такой, как это могло произойти? А он, ну, типа, как алкаш выглядел? Да. У меня была депрессия в 22 года. У меня началась депрессия. Я ходил к разным, то есть попробовал. И это было, ну, это года 3 в общем итоге продолжалось. Но мне там сильно плохо было. Сначала была сильная апатия, потом еще страх появился. Потом я в аварию попал. И вообще, то есть я не мог из дома выходить. И мое состояние было плохое. И как-то... Я решил, что я не хочу так быть, и мне надо работать над этим, именно работать. Я не ходил на терапию просто выплеснуть негатив. Я ходил разобраться и поработать над этим состоянием, чтобы это закончилось. Я не собирался ходить на терапию типа 10 лет, как делают. Тогда еще это было, мы еле нашли специалиста, потом как-то меня начали перенаправлять. Но тогда это было не так популярно, как сейчас. То есть это там 8 лет назад. Да, другое время. Да. А мы нашли это. Кто мы? Мы — это я, родители там. Родители тебе помогали искать... Ну, родители вообще помогали. Они были сильно обеспокоены. То есть они видели это состояние. Я видел, как им страшно, но они как-то не подавали вид, что... То есть, чтобы ты понимал, там через неделю после аварии я вообще не мог с кровати встать. Я просто лежал, там дрожал. Ну, какой-то страх у меня был сильный. Не мог спать. И они просто на это смотрели. Им было тяжело, но как-то они нормально с этим справились. Что надо, ну да, надо походить, там надо разобраться, что это. Расскажи про аварию. Да, авария просто дурацкая история. Я ехал в такси, сидел впереди. Это такси были, которые у метро стоят. Сел впереди, и таксист там ехал. Мы уже близко к дому, но он гнал. Я знал, этот таксист быстро едет, и я к нему садился всегда, потому что я не пристегнут, и там кошка перебегает дорогу, и он такой, ёб твою мать, и начал крутить руль. И, соответственно, ты знаешь, что водитель как бы спасает там свою сторону непроизвольно. То есть он же не будет вести машину там свою сторону разбить. Он повелся, то есть он сначала вот так, а потом сразу типа почувствовал, что... И там «Газель» была припаркована, «Газель» пикап. И мы прям на скорости въехали в «Газель», и вот эта часть пикап, она буквально вошла в салон, я уже непосредственно ударился в нее. И я смотрю, я такой, так, главное не терять сознание. Я смотрю, очень много крови льется. Я не понимаю, откуда. Я вот так смотрю на водителя, я такой, все нормально? И он на меня смотрит в ужасе. Он такой, да какой нормально? И он выходит из машины, я говорю, ну звони в скорую. Моя дверь не открывается, но там все стекла выбились. И я просто вышел через окно вот это, через, ну, где стекло. Я вот так падаю, я встаю, и в этот момент, это ночь, проходит пара, и они меня узнают,
Тогда еще, что странно было. Ну, это после ТНТ уже было. Ну да, было несколько монологов ТНТ, и они вот так подходят, и этот парень такой, он такой, Артур Чапарян, и его девушка смотрит на меня, такая, господи, и вот так закрывает руками лицо. Я думаю, а что со мной, ребят? Я говорю, а что такое? Он такой, у тебя тут типа кость торчит. Я такой, ну сейчас ладно, скорая приедет. У меня шоковое состояние, но оно такое позитивно шоковое. Я звоню родителям, я с родителями жил. Я говорю, вот такая-то ситуация. Они просто спускаются, выходят на дорогу, они в ужасе, там лицо, то, как получилось лицо, вот в итоге вот этот шрам небольшой. Мне папа потом говорил, что я удивлен, что это так. Это лицевая кость вылезла? Да. Не знаю, вылетел или просто она открылась, я не знаю, что это было. Просто меня отвезли в больницу, и смешно, что я ехал в скорой с мамой, и я ее успокаивал. Я говорю, ты видишь, что я жив? Она там плачет, у нее истерика. Я говорю, ну ты типа, смотри, я же с тобой разговариваю, там все такое. Мы приезжаем, и меня просто кладут. Я помню, что я всегда в жизни боялся 3 уколов. В член, в спину и в глаз. И мне сделали укол в спину и в глаз в этот день. То есть мне сначала, это, я так понял, успокоили меня. Хотя я такой, да я спокоен, типа, не надо. То есть, но я понимаю, что со мной что-то явно не так, у меня другое состояние. А потом меня положили, и мне делают, типа, какие-то уколы вокруг, и я помню, что вот сюда какой-то укол, чтобы обезболить, видимо. И он такой, все, вот это было больно, дальше будет не больно. И он льет то ли перекись, то ли что, и начинает шипеть, чтобы обеззаражить. И я такой, И он такой, что, и больно? Я такой, кстати, нет, не больно. Вот буквально сразу. И он такой, ну и все, и просто взял. Это ночное дежурство, понимаешь, да? Просто вот ночь, он еще недоволен был, типа, зашивать человека, и просто взял, просто пальцами так сильно. Но у меня вызвало это восхищение, что просто он еще молодой был, но крепкий, у него большие пальцы были, просто заштопали и отправили. Типа, просто рутинность ювелирной работы. Да. Просто вот типа, зашить надо. Вот человека зашил. Ты тяжело восстанавливался? После аварии? Да. Да нет, если бы я увидел, что там кто-то умер или я умер, я бы тяжело восстанавливался. Но как бы водитель в порядке. Меня, кстати, я хоть и ничего не требую, но меня смутил один момент. Мне потом позвонили через некоторое время из полиции и сказали, типа, надо как бы дать показания или что-то. Не помню, как эта процедура. Я приехал, и мне говорят, вот из-за этого водителя вы попали в аварию. Вы имеете к нему претензии? Я говорю, а что с ним вообще? Где он? Он говорит, машина под списание, он уехал там себе в город какой-то там, город маленький, типа вокруг Москвы что-то. Я говорю, нет, я не имею претензий. Он такой, все, тогда до свидания. И мне чуть-чуть есть во мне, что ты бы хотя бы позвонил, спросил, там, как вот человек, из-за тебя человек там попал в определенные обстоятельства, позвони, узнай, как я хотя бы. То есть он же мог, но... не из-за тебя, а с тобой. Со мной, да, я говорю, да. Не позвонил? Не позвонил, ничего. Я подумал, ладно, как бы. Пардон, что я дыхну сейчас на тебя духотой, но мы ездим по Корсике, и ты на заднем почти никогда не пристегиваешься. Я первые 2 месяца не мог в такси ездить вообще. То есть я не мог садиться в такси после аварии, а потом как-то вообще плевать стало. И я, сзади я не пристегиваюсь, спереди пристегиваюсь. Нужна еще авария, чтобы я сзади начал пристегиваться. У тебя есть какая-то тяга к горам? То есть, типа, место силы? Нет, кстати, я природу не очень люблю. Мне сейчас это так, нормально. Нормально, но не... Нормально, но не супер. Вот смотри, у меня есть теория про природу. Давай. Что природа на самом деле так себе. Она просто впечатляет масштабом, как правило. Смотри, вот покажите горы, ребят.
Вот это Ну, что? вот туда, вот туда. Ну, хорошо, ты просто взял более масштабную картинку, типа, это да. круто. Но глобально это что? Это просто наросты какие-то? Ну, ни хрена себе. Не, ну мы восхищаемся тем, что мы маленькие, а тут вот масштабы вот эти. Я что угодно увеличу. Вот представь тебя размером... Ну, я сразу пойду фоткать, впечатляться там, если ты просто огромный. Я к тому, что люди слишком восхищаются природой и как будто обесценивают именно... Восхищение природой — это отчасти обесценивание там человеческого. Человеческого труда? Да, потому что я, когда вижу город, который складно сделан, вот, например, Париж мне супер нравится, я понимаю, что это формировалось, то есть, понятно, это тоже формировалось, но там люди вот думали, что-то изобретали, это очень много труда в это вложено. Но от увеличенного меня не будет исходить такое количество энергии, которое хочется почувствовать. Будет еще больше. Ты думаешь? Да, вот но от тебя энергии много, вот прикинь, ты вот 1000 раз больше. Но умиротворять я не буду так. А вот здесь вот это умиротворяет. Смотри, вот ты идешь, и там спит огромный Юра Дудь. Это же, типа, я бы умиротворился. Просто лежишь, спишь там. Я покупал камеры несколько раз, чтобы фотографировать природу. И я понимал, что я покупаю эти камеры, потому что они очень красивые, что я ничего не фоткал, они просто у меня вот была камера Leica потрясающая, я бы вот ее фотографировал больше. Ага. То есть я фанат человеческого труда. Для меня вот там телефон у меня в машине, для меня iPhone красивее, чем красивое дерево. Нормальное место? Да, отлично. Тебе комфортно? Да, да. Про Америку. Да. Скрытую от нас тоже большим количеством воды, просто не морем, а океаном. Томас Гайсанов, человек, который продюсировал в том числе внутри Label.com, говорил, что среди всех комиков, говорящих на русском языке, больше всего шансов сделать карьеру на английском у 2 человек. И у обоих фамилия начинается на Ч. Это Чапарян и Чеботков. Как ты относишься к этому тезису? Я считаю, что у больших комиков есть шанс. И тут вопрос не в том, что я и Чеботков знаем английский, а в том, что ты можешь предложить нового и необычного. То есть, например, в моем понимании идеальный комик, который там подойдет для США, это вот, знаешь, Василий Медведев. Вот он. Но я просто вот вижу, что если перевести то, что он говорит, это идеально ложится. Почему этот юмор переводится? Потому что он не привязан к географическому контексту? Во-первых, да. Во-вторых, он как будто то, что он говорит, это уникально. То есть он не говорит вещи, вот опять-таки, вот эта вторичность. Например, Женя Чеботков, я не знаю, что он может предложить американцам в плане там идей, в плане юмора, потому что я смотрел его англоязычный стендап. Это все как бы вторично то, что уже было сказано американцами или англичанами. То есть он то же самое делает, но с чуть более плохим английским. Зачем это американцам? То есть в другой стране нужно что-то уникальное. То есть ты приходишь, приносишь с собой что-то. Потому что у них стандартных комиков, которые одно и то же там на подачу вытягивают или как-то, им этого хватает. Но чтобы был особенный чувак, вот этого мало. Например, я так вижу, что Ваня Усович и Тимур Каргинов, они не знают английский, но вот в моем понимании они могут что-то как бы предложить интересное. И Драк может предложить, Саша Малой может предложить. Много вообще, на самом деле. Надо просто искать таких особенных, уникальных чуваков. Так, ну а ты? Вот, допустим, ты переберешься в Америку. Что ты там будешь делать? План такой. Я сниму квартиру в опасном районе. Лос-Анджелес или Нью-Йорк? Нью-Йорк. Потому что это дешевле. То есть что-нибудь в Бруклине, туда, вглубь. Так. Буду жить там с собакой. У меня собака. И по вечерам ходить, выступать.
и смотреть, что будет. Я не знаю, могу ли я что-то предложить американцам, но я хочу это узнать. То есть это интересно. И когда я был в Америке и выступал, я понял, что это не так сложно на самом деле. Именно рассмешить американцев вообще не сложно. После русских, как бы, русских сложнее. А что это, русские суровые, что ли? Блин, получается, да. Нет, русские просто более закрытые, более оценивающие приходят на мероприятия. То есть американцы, когда приходят на open mic, они все равно приходят. То есть они как будто мы тебе поможем, чтобы нам всем тут хорошо было. Вот когда выступаешь в России, все равно там как бы надо впечатлить, потому что тебя оценивают. Ну-ка рассмеши. Да, ну-ка рассмеши там. То есть нет такой расслабленности, нет такой открытости. Если вдруг кто-то не очень хорошо знает Артура Чапаряна, у Артура репутация человека, который ярко запускает что-то, преуспевает в этом, и потом, когда это вроде бы на пике, он оттуда свинчивает. Так было с ТНТ, ну, может быть, это чуть в меньшей степени, потому что там прям звездой ты там не стал, да. Но ты там появился, что не помешало тебе оттуда быстро уйти. Так было с телеграм-каналом «Бывшая», так было с ЧБД, где ты был там самым загадочным персонажем и очень любимым у публики, и ты ушел в самый неожиданный момент. Был еще вечер-вечер, пора разбираться, откуда тоже... Ты уходил. Уходил, да. В общем, у тебя прям репутация человека, который делает, а потом уходит. Как ты сам это интерпретируешь? Тут 50 на 50. Первое, что более очевидно, это то, что мне перестает быть интересным, и я пошел искать что-то новое. Но есть еще психологический момент, это то, что я бегу. Если проследить все эти проекты, даже стендап на ТНТ, где я там не яркий был, но мне после 2-го сезона моего участия мне сказали, типа, давай основным комиком. Тогда было вот это основной, не основной. И когда мне сказали, мне Руслан Белый сказал, типа, нам нравится, как ты выступаешь, давай со следующего сезона в основу. И я помню, что я пришел домой, и мне стало очень плохо. Физически? Вообще психологически, физически. Я просто лег. И я потом это разбирал, я понял, что это нежелание переходить на новый уровень, потому что переход на новый уровень — это взросление. И у меня нет желания взрослеть. Я бегу. Я всегда бегу от момента, когда я понимаю, что пора переходить там, пора идти дальше. Я ухожу и начинаю что-то вообще с нуля. Поэтому у меня все не доведено до... То есть если бы я что-то из этого довел, я был бы такой единицей, знаешь, стабильной. А я пошел и сделал вот это почему-то с нуля, начал вот это делать. А потом, когда это придет к определенной точке, я оттуда тоже уйду. Но это раньше так было. Потому что сейчас-то я это проработал, я это понимаю. Знаешь, я как будто сам себя подлавливаю. Типа, нет, стой тут. Ну, это похоже на бегство от ответственности. Или да. от бегства от новых испытаний. Нет, испытаний я, кстати, не боюсь. Я наоборот, если я вижу, что где-то испытание, я такой, я ныряю, дальше пусть идет, как идет. Потому что это интересно, это я себя живым так ощущаю. Но ответственность, да, я, скорее всего, не хочу. Я правильно понимаю, что твое первое понимание, вот ты уловил кайф международности, это когда ты в Эстонии выступал перед аудиторией в 1800 человек, смог их рассмешить, да. И ты почувствовал, что это. You know that moment when your friend comes to visit your city and he asks you to show him places, and you show him places you've never been to before. Что есть, есть шанс. Мне еще понравилось в Эстонии, я очень переживал, и я так переживал, что я не успевал готовиться. То есть я садился, я такой, надо перевести шутки, я садился, я такой, я переживаю, я не могу вот так сидеть. И вот так я крутился, и там был организатор местный, он мне помог, 2 минуты перевести, а дальше я такой, как-нибудь выкручусь.
И я вышел, и я сказал первую же шутку, и там люди хорошо рассмеялись. И я такой, ну это очень важно. То есть я всегда там сильные шутки ставлю в начало, потому что первый смех очень важен. Я не из тех, кто, если они не смеются, я пойду, буду, знаешь, бороться, добиваться, чтобы они сейчас рассмеялись. Я, скорее всего, скисну. Поэтому мне важно, чтобы с самого начала как-то зацепились. Там вот это произошло, и организатором это был международный стендап-фестиваль. Им так понравилось, что они пригласили на следующий год или через год дать концерт на английском. То есть, да, типа целый сегмент, вот у тебя будет концерт на английском. И за 2 дня до этого у меня был концерт на русском. Концерт на английском лучше прошел. Да? Да. А какой у тебя английский? Если в буквах, то что это? Это B2, C1, C2? Это, наверное, upper intermediate. Ты сдавал IELTS или нет. TOEFL? Я как английский. Мой отец решил, когда я был маленький, что как бы я должен играть в теннис и говорить на английском, как вот, англичанин какой-нибудь. И у меня был репетитор по английскому регулярно. То есть в детстве я занимался английским, потом я вырос, перестал, а потом у меня есть друг, Антон зовут. Он был преподавателем в высшей школе экономики, сейчас он в частной школе английский преподает. И я с ним начал просто видеться, то есть это как урок, но мы с ним просто видимся, болтаем. Поэтому я не знаю, какой у меня на бумаге уровень, но я как бы выражаюсь. А концерт Луиси Кей ты смотришь на английском? Да. С субтитрами английскими? Ну нет, могу без. У Луиси Кей самый понятный английский. Дэйва Шапелла? Дэйва Шапелла лучше с субтитрами, но Дэйва Шапелла там проблема в том, что у него очень много про американское общество. Про контекст американский. Да. Как ты относишься к тому, что Незлоб делает в Америке сейчас? Я болею за него, чтобы у него получилось. Потому что это большая смелость вот это все сделать. Я вообще вижу большую смелость в том, чтобы уехать и попробовать оборвать там свой комфорт, убрать комфортную жизнь, там, понятную, и просто попробовать что-то, потому что у тебя идея. Круто же. Будет внизу ссылка на интервью Незлоба Кати Гордеевой. Ты смотрел? Да, я половину посмотрел, не успел досмотреть. Это, на мой взгляд, замечательная работа, и то, как Незлоб там вообще выступает, это... Короче, я очень жалею, что это интервью сделали не мы. Чего уж там. Это просто там классный пример того, как человек хоть и уехал, вот, но при этом то, как он отзывается обо всех, кто остался и не поддерживает войну. То есть там, мне кажется, очень много вот этого, того, что часто люди, уехавшие, не проговаривают. Что мы не считаем, да, там, он говорит, что я не считаю, что те, кто там остался, соучастниками режима и все остальное, то я, наоборот, хочу через это интервью донести, что все, кто остался там, кому тяжело и кто против войны, я с вами. Вот. И там вот этот уровень такой вот теплоты, который излучал Незлоб, мне прям очень понравился. Это, кстати, то, что я почувствовал, когда вот прилетел в Москву на долгое время. Многие думают, что все, кто уехали, осуждают тех, кто остался. То есть многие думают, что вообще это вот чуть ли не часть как бы вот этого человека, который переехал. Но на самом деле все, кто переехали, они там занимаются своими проблемами. У них хватает проблем вместо того, чтобы сидеть там, осуждать. Я к тому, что я это чувствовал, когда я в Москву прилетел. И хочу сказать, что этого нет. Возможно, они просто ориентируются на тех, кто радикально слышен. И... Да, то, что кто-то радикально выступает, конечно, это там резонирует, но глобально это не общая картина того, что происходит. Луиси Кей по-прежнему твой кумир? Да. Луиси Кей — это лучший комик в истории вообще. То есть его вклад, все, что он делал, его концерты, лучше ничего нет. Я не знаю, будет ли там в ближайшее время. Есть великие общепризнанные комики, типа там Ричард Прайер или Дэйв Шапелл вот сейчас. Он, например, больше величина, чем Луиси Кей. Но я как комик понимаю, что это не такой мастер, как Луи.
И последние 2 концерта у Луи, у него всегда мне нравилось, мне нравится подход, я многое беру оттуда. Мне нравится, что ни один концерт не слабее предыдущего. То есть вот я выбрал себе героя, да, и представь, что он вот не разочаровывает. Ну, это большое счастье. Да, да. И ты смотришь на это, и ты понимаешь, что это как бы вот все так. То есть все его ориентиры теперь там мои ориентиры. Я хочу так же все делать. И у него было там 10 концертов просто вот идеальных. Последние, или 9. Последние 2 чуть слабее. Но я думаю, еще возраст. Все равно комедия — это чуть-чуть на спорт похоже. Нужна форма? Нужна форма, нужно быть на пике, да. В моем понимании хороший комик, он там после 30, от 30 до 40, вот его расцвет, когда он к 30 сформировал взгляды, понял, что смешно, что не смешно, набрался опыта, а в 40 он уже становится все равно дядькой и по чуть-чуть начинает вещи, которые дядьки говорят. Ну, то есть ворчание там, душнить, это... Не, ну к тебе это пришло и до 40, поэтому... Да, это да. Но я буду ворчать. Кстати, комику ворчать, мы же все ворчим, мы же критикуем. Юмор — это же вообще критика. То есть, на твой взгляд, духота и душнильство твоему ремеслу не мешает, а только помогает? Нет, только помогает. Это может мешать мне как человеку, потому что так тяжелее жить. Ну, вообще быть душным человеком тяжело. Можно несчастливо прожить жизнь. Надо учиться радоваться там вещам, а комик не может учиться радоваться вещам, потому что его работа не радоваться вещам, а типа деконструкцией заниматься. То есть я вижу, как вот волны там прибивают, это красиво, кто-то такой, я просто посижу там, наслажусь, а я такой, типа, даже не могу придумать шутку. Ну, я, короче, начну искать деконструкцию этого. Не каждую секунду, но это в моей натуре, вот эта критика. Ты же, ну, во-первых, ты трогал Луи Си-Кея? Или он тебя трогал? Он меня подвинул. Он тебя подвинул? Да, он дотронулся. Ты на выходе стоял откуда? Из Comedy Cellar? Да. А еще у тебя был момент, когда его то ли с собакой видел гуляющим, то ли как-то еще, и ты мог подойти, ты очень хотел подойти за автографом или фоткой, но переборол себя. Да. Не за собакой, он просто вышел опять-таки из Селлера, из Comedy Cellar. Ты Стор сказал, да? Не, я Селлер. Селлер. И он, короче, замешкался, как будто... Я просто в сериале видел, что он такой человек. Вообще у комика очень часто вот этот момент, когда у тебя нет дел, ты вышел, и тебе некуда пойти, и ты такой просто, типа, что вообще, что делать? Это вот на самом деле это наши будни, как будто. И вот я увидел этот момент, что он вышел, он так что-то, типа, постоял, зашел, взял фалафель рядом, вышел, постоял. И я такой, вот это момент, типа, подходишь. Но... А он где? Он был ближе камер? Нет, вот он как камера, типа, 2 метра там. Я просто смотрел его интервью разные, и он говорил, что он не любит. И во мне вот это очень сильно боролось, что я такой, я уважаю как бы то, что ты сказал, что ты не любишь. И я понимаю, я к нему подойду, ну, ему от этого никак. Это больше мое эго просит. Просто подойти, там, сказать спасибо. И я реально, вот он стоял, и я стоял, я еще на него не смотрел, но я так, типа, посматривал. И я очень ждал, я такой, давай, уходи уже. Типа, уходи. Не искушай. Да. И зачем вот это? И он ушел, и я такой, типа, надо за ним пойти. И я сделал несколько шагов, я такой... Все, типа, езжай домой, езжай в Москву, потом прилетишь, выступишь. Вот так это было. Но я не жалею, на самом деле. Ну, то есть, какая мне разница, там, скажу я ему спасибо или нет глобально. Что мне, что ему от этого. Он на меня, это как, когда ты проникаешься артистом так сильно, что тебе кажется, что вы родные, но он же тебя не знает. И я знаю это... там в свой адрес. То есть человек меня иногда видит, и я для него там какой-то близкий из-за того, что член семьи. Да. А он ко мне может подойти, и как бы это не прикольно будет, это не классное общение.
Ты говорил, что выбрать героя и каждый раз увидеть, что он в полном порядке, это большое счастье. Потому что ты как бы его работу, его деятельность воспринимаешь как что-то личное. А как ты воспринял историю с дрочкой? Ну, мне было обидно за него, что он был на самом пике. То есть у него там фильмы, он же еще сам вкладывал свои фильмы, сериалы, он такой был. Ему деньги всегда нужны, чтобы что-то новое делать. Я просто знаю из-за того, что пристально слежу, на каком этапе, сколько у него денег, как он их вкладывает. То есть видно, например, он снимал «Хорас и Пит» сериал, у него появилось там, я точно не скажу, $12 миллионов. Он все вложил в этот сериал просто потому, что, типа, надо попробовать. Это какой-то концерт, да, видимо? Не-не, это, типа, сериал в одной локации, в баре. Вот он его снял. И мне было обидно, потому что я понимал, что это, короче, оборвет ему крылья сейчас. Он потерял много денег. И мне было обидно, потому что он закроется. Что и произошло. Но как бы он вернулся все равно. А насчет как бы этической стороны вот того, что это было, я как-то, наверное, это неправильно, я не знаю, но я нейтрально отношусь. То есть, было там, было. Я еще не увидел в этом насилия. Меня могут, конечно, осудить, но я не увидел в этом насилия. Я видел в этом то, что он как бы привел кого-то домой, и как бы вместо классического поцелуя, переходящего там в секс, он сделал там чуть другое. А давай гипотетически представим. Если бы Луи Си Кей сейчас, не знаю, поддержал бы войну, Так. как бы твое отношение поменялось? Ну, поменялось бы, потому что сейчас мое отношение меняется, когда я от кого-то такое слышу. То есть для меня это чуть другой момент. То есть когда, я не знаю, когда человек поддерживает войну, как будто все нутро оказывается другим, а не какая-то часть этого человека. То есть если человек, за которым я слежу, в один момент говорит, типа, вперед, там, наши ребята, там, я пойму, что это был другой человек, как будто меня обманули. Я не могу личное отделить от творчества все равно. Потому что, особенно в стендапе, потому что, опять-таки, мы же не эстрадные артисты, мы же там не играем, мы не актеры, мы не играем роли, за которые нас полюбили. Мы. И если ты полюбил вот этого человека, мне просто Луи во всем нравится. То есть его подход к жизни мне нравится, его подход к работе, его подход там, к воспитанию детей, мне все близко. Это очень поверхностное знание Луи Си Кея, поэтому не удивляйся. Да. А это он говорил, что я стараюсь не переходить на другой уровень социальной жизни и жить не в там, люкс-условиях, а там, хоть сколько-то похожих на средний класс, чтобы не отрываться от земли. Это его подход, но я не помню, чтобы он такое говорил. Такое, мне кажется, Рики Джервейс говорил. Либо подобное, что он очень богатый, его дети растут говнюками сейчас. Ну, просто он говорит, я живу в этом районе Лондона, я очень богатый, я знаю, что мой ребенок будет, типа, asshole. Но у Луи есть это, то есть там есть серия в сериале, где они с женой спорят, надо ли детей в частную школу или в общественную. И жена говорит, типа, у нас есть возможности отдать в частную. Он говорит, но тогда ребенок не будет знать, как, типа, жизнь работает. И вот на этом у них там разногласия. Ну, классно, в общем. Ты стал первым, поправляй, если я кого-то забыл, комиком, который отказался от концепции выкладывать концерты в YouTube, а сделал это на отдельной платформе, где надо заплатить деньги. Почему ты решил это сделать? Потому что это неправильно бесплатно отдавать то, что ты делал, и то, куда ты вложил деньги. Это не моя идея, это идея Луи Си Кея. Он сделал это в 2011 году, когда ни один стриминговый сервис, не стриминговый, там кабельное телевидение больше было, они не захотели покупать его новый концерт, хотя вроде все хорошо у него было. И он выложил у себя на сайте, и я знаю, что это было успешно. Я не знаю, как это было, насколько. Был слух, что за неделю там на $1 миллион, но не знаю, это как слух.
Потом он при этом вернулся, он там продавал в кабельное опять. Тут вопрос в том, что надо продавать то, что ты делаешь, а не отдавать. Неважно, как ты это продаешь. Ни один стриминг не захотел мой концерт. Нет, они хотели, но просто предлагали деньги маленькие. Но это было даже то, что они хотели, это было больше типа мы их пушим, типа, ребят, давайте. И они такие, ну ладно, давайте, но вот столько. И они предлагают мне, да. А давай про экономику. Вот сколько стоил твой концерт снять? 2 миллиона 600 тысяч. Так. Сколько тебе давали стриминги за него? Был разговор с одним сервисом, они говорили что-то про там 2,5, но это было очень так, типа, неуверенно, что нам надо там поговорить. Но мне предлагали там 1 000 000 рублей. Это вот было типа 1 000 000 рублей. И тогда так и покупали, если что, концерты. То есть комикам сказали, что ваш концерт стоит 1 000 000 рублей. Потом, я помню, я встретился с одним комиком, он мне говорит, сколько ты заработал на своем концерте, когда продавал? А он в ТНТ. Я говорю, на тот момент это было там 8,5 миллионов. Я говорю, 8,5. Он такой, мне тут типа 1 000 000 предлагают. Я такой, 1 000 000 это мало. Он такой, это мало. Он пошел к ним, он такой, 1 000 000 это мало, они такие, 3 миллиона. То есть это настолько... И при этом все же соглашались раньше. Ну, типа, настолько они демпинговали. Да. Ага. И настолько они допускали, что это мало, что они без торга предлагали сразу 3. Я не знаю, в итоге он снял с ТНТ, я не знаю, сколько это им обошлось, но вопрос в том, что хотя бы я показал, что это стоит дороже. Я думаю, до сих пор не понимают, что это ценный материал, концерт комика. То есть стриминги лучше возьмут Нагиева, снимут там по очереди, каждый стриминг возьмет Нагиева, снимет с ним сериал или кого-то известного. Ага. Они привлекут людей, потом, когда Нагиев уйдет, эти люди уйдут. Можно значительно дешевле взять кучу комиков, снять их концерты и показывать. И придет много людей. Если на мой концерт пришло просто на отдельный сайт, без рекламы, просто вот, то есть я был у Урганта и в Куджи, 50 тысяч человек, я думаю, стриминг бы привлек намного больше человек на этот концерт. 50 тысяч человек заплатили по 199 рублей. Да. Это 10 миллионов. Да. 10 миллионов — это как оборот получается. То есть там же надо вычитать. Я сам-то не заработал с этого 10 миллионов, потому что у меня команда была на процентах, плюс налоги, все такое. Но я заработал 6-7 миллионов. Чистыми? Да. На этом сайте уже 2 концерта. Есть Сереги Орлова. Возможно, пока мы будем монтировать, появится что-то еще. Чтобы вот этот сайт очень простой, но при этом с видео. Это, в общем, не так легко. Поддерживать нужна команда. Да. Сколько человек? Сейчас 4 человека. 4 и еще 1 подключается. Тимлид, дизайнер, 2 разработчика и еще 1 доп. Разработчик. Никому из них ты не платишь зарплату, у всех процент? Они получают процент, но временные условия у нас пока активности немного, что там кто-то получает зарплату. Угу. Команда нужна, потому что собираешься расширяться? Да, я хочу превратить это, в общем, в платформу, где комики приносят. Они же получают процент с этого. Причем большой. Давай на Сереге расскажем, объясним. То есть почему Серега не выложил на YouTube, не отдал на платформу, а наверняка были предложения, а пошел к тебе? Я надеюсь, что я создал вот этот момент, что когда комик выкладывает концерт в YouTube, люди чуть-чуть не понимают, почему он его просто выложил. Раньше это работало как реклама своего будущего тура. При том, что ты выкладывал то, что ты откатал в старом туре. Да. А это ты просто делаешь себе имя и потом едешь от Владивостока до Калининграда. Да, но ездить в тур — это отдельная работа. Снять концерт написанный и показывать — это отдельная работа. Это знаешь, как ты вот сейчас сказал, как мне говорят продюсеры в России. Когда я спрашиваю, почему вы за шоу не платите? Большинство шоу там платят формальные деньги. И когда ты спрашиваешь, а почему, они говорят... вообще скажи спасибо, что мы тебя показываем, потому что ты потом поедешь на корпоратив. Так я-то поеду на корпоратив, но это же другая работа.
Эта модель вообще из КВН. То есть в КВН не то, что платят, там комики платят, там команды платят. КВН расплачивается тем, что скажите нам спасибо. Вы на Первом канале. Те люди, которые выстроили юмористическую индустрию, Comedy Club Production, основной костяк, это все выходцы из КВН. То есть как с ними обращались, так они дальше обращаются с другими. Они выстроили вот эту схему, размножили ее, что комики как бы не зарабатывают, но получают внимание вот это. Но прикол в том, что можно зарабатывать и получать внимание одновременно. Серега пришел к тебе, и что он за это получит? Он получит почти все, что заработал. На концерте? Да. Ты берешь процент, ты как платформа берешь комиссию? Да. А какую? 10? 15? Нет, 15. 15%. Угу. У Сереги концерт стоит дороже твоего? Да. Это не обусловлено тем, что его концерт лучше. Там, то есть сейчас все концерты будут стоить так, потому что когда я выкладывал концерт, $3 это было 200 рублей примерно. А в моем понимании там $3 это оптимально. Сейчас $3 это 300 рублей. На платформе 2 концерта, твой и Сереги, да. Но сейчас появится еще. Да, сейчас будет Вася Медведев и Женя Сидоров. Я просто хотел, чтобы все купили, потому что это очень хорошие концерты не очень известных комиков. Они стоят того. Если вы заходите на Specials, купите сначала Васю Медведева, потом Женю Сидорова, потом Сережу Орлова, потом меня. Я уже заработал, меня можно вообще... Купите именно Васю и Женю, вот так. В течение 2 последних лет каждая моя встреча с комиками либо заканчивается, либо упирается в вопрос от комиков, который можно написать примерно следующим. Юр, ну как тебе Жень Чеботков? А? Понимаешь ли ты, что люди имеют в виду? То, что ты сделал его... У Идрака смешная шутка есть. Он сказал, что Юра Дудь совершил 2 ошибки. Это... Прическа первая? Нет. Узкие джинсы. А, узкие. Сегодня я в широких, кстати. И второе... Это широкие, да? И вторая ошибка — это Женя Чеботков. Но потому что у тебя есть эта сила сделать человека героем, когда человек таковым... Это уже не твоя сила, но просто человек там... Короче, что, например, меня смутило в том, что это интервью было и как оно было, что ты поднес это как что-то интеллектуальное, а я вообще не считаю это интеллектуальным. То есть в понимании людей, и я думаю, в твоем на тот момент понимании, интеллектуальный комик — это тот, кто говорит про историю, там, про книги и так далее. Ну, про вещи, которые требуют какого-то хотя бы уровня образования. Да, да. Но шутки-то плохие. То есть человек, смотри, по этой логике можно взять комика, который абсолютно плоско шутит, но отсылается на книгу, отсылается на исторический факт, и вдруг он интеллектуальный. То, что образованный человек уловил параллель, не означает, что комик стал интеллектуальным. Интеллектуальная комедия, я вообще считаю, такого нет. Ну, то есть юмор, он, в принципе, он требует определенного порога вхождения, чтобы разобраться. Но есть градация тонкости шутки, правильно? То есть интеллектуальная шутка — это самая тонкая шутка. Она может быть... Вот я привожу пример. Луи Си Кей. Луи Си Кей — это очень умный человек, который шутит на дурацкие темы. Но всегда понятно, что он умный. Интеллектуальный комик, он шутит на высокие умные темы, прикидываясь интеллектуалом. Но при этом за этими шутками там нет вообще интеллекта. И в итоге так и получилось. Ну, я не хочу там оскорблять, хотя я это в Телеграм-канале делал. Но с Женей Чеботковым вопрос не в Жене Чеботкове, а в зрителях, которые повелись на это. Потому что когда ты видишь, когда зритель хватается за такое и реально начинает говорить, вот интеллектуально, вот он матом не ругается. Да вообще похуй, что он матом не ругается. Ну,
Это для тезис. справедливости, да. У нас не было такого, причины для того, чтобы Хорошо. считать это интеллектуальным. Для многих это причина, Не, не понимаешь? для нас. Вот, например, я выступал в каком-то зале, в каком-то городе России, и я слышу, как там женщина, которая владеет этим залом, организатор спрашивает, ну как, и она такая, я вообще в шоке. То есть одна пошлость, маты. Вот я лично фанатка Паши Воли, вот это интеллектуально. И я такой, вот вы такие интеллектуалы и есть. И когда человек может обмануть такое количество людей тем, что это интеллект, меня это триггерит, это как гнойный оксимирон. Гнойного же, расстраивает то, что люди ведутся на это. Что они считают, что это по-умному. Так. Но на самом деле форма над содержанием. Но ты из тех людей, которые считают, что оксимирон — это человек, которому между очень хлестких и часто талантливых рифм нечего сказать. Да, что там форма преобладает. Окей. Просто есть такие люди, их довольно много. Так. Если много, это хорошо, потому что это значит, что люди способны критически мыслить. То есть гнойный или оксимирон, ты выбираешь гнойного? 100%. Да. А как ты оскорблял Женю, напомни? Что ты говорил? У меня, я в телеграм-канале иногда от лица собаки разбираю, от лица своего пса, у него есть аккаунт, комедию в России. И когда я что-то не хочу сам говорить, я пишу от лица собаки. Конечно, люди понимают, что это я, но все равно. И я просто сказал, что это худший комик России. Как тебе трек «Бренд»? Отвратительно. Мне кажется, это еще раскрытие его как человека. То есть, как тебе трек «Бренд»? Смотри, у меня есть правило, которому я стараюсь следовать, и, я не знаю, может, кто-то найдет, что я его нарушал, тогда, я признаю, что я его нарушал. Но я стараюсь про героев выпуска после плохо не говорить. Я про них говорю либо хорошо, либо никак, потому что все, что я плохое про них думаю, я должен был сказать, сказать на интервью. Все, момент прошел, то как-то странно это делать, догонять. Но бывает исключение, если после интервью произошли какие-то события, которые, кажутся мне такими, которые, в общем, позволяют, как мне кажется, от этого правила отойти. Вот трек «Бренд», который я, честно говоря, вообще не знал, узнал только после выступления и драка про Женю, и я после этого пошел слушать трек «Бренд», это катастрофа, конечно. Это прям раскрытие персонажа, и там я, конечно, узнаю про человека, чего лучше было бы не знать. Или лучше, наоборот, узнать. Да, там же дело, не в драке, а в том, что он выражает там позицию. Вкусы, это же очень важно. Это вообще формирующая вещь. Я где-то видел комментарий, там девушка оставила, мне очень понравился, что я что-то опять критиковал, и мне сказали, что какая вообще разница, что тебе, допустим, он вот так шутит, и там девушка написала, что, может, это чья-то фраза, что сегодня мы смеемся над одноногим, а завтра мы отрезаем ноги, чтобы нам было смешно. И в этом плане для меня вкус — это очень важный формирующий аспект вообще в жизни человечества. Пафосно звучит, но это реально очень важно. И это, опять-таки, это мое ощущение, это то, как я ощущаю. Можешь назвать людей я пользуюсь сейчас твоей терминологией, да. Людей с самым хорошим вкусом, на твой взгляд, из тех, кто говорит на русском языке и кто не говорит на русском языке? Наверное, Андрей Шарапов — это человек с самым хорошим вкусом, на мой взгляд. То есть, Андрей Шарапов вместе с тобой запускал 22 комика. Да. И он сейчас занимается в том числе визуалом, обложками и видео. Да. Он еще комик. Очень смешной, кстати. Он выступал в 22 комика. И он сейчас занимается, для примера, визуалом YouTube-канала стендап-клуба Ари, армянского. Ага. Если ты зайдешь, ты увидишь, насколько это отличается вообще от всего. Не только обложки, но и самое видеооформление видосов. Да, и даже сайт Ари, то есть как он сделан, это очень красиво и очень хорошо. И он брал сейчас какую-то награду, ты рассказывал.
Да, они с братом сделали для Nickelodeon вот эти перебивки на тему космоса. И они выиграли золото на престижном каком-то фестивале, я не помню название, но это типа чуть ли не главный фестиваль по оформлению там всяких интро, промо и так далее. Андрей Шарапов. Кто еще? Андрей Шарапов. У Вани Усовича хороший вкус. То есть у него как-то... Он не особо уходит там в детализацию, как я, допустим. То есть я там люблю покопаться, что-то поискать, но он как-то по природе вот он чувствует. И это и делает его хорошим комиком, кстати. Он чувствует, что хорошо, а что нехорошо. Даже мы, когда там были помоложе, у него было, что вот это стильно, а вот это не стильно. И это никак не надо объяснять. Вот сделать вот это стильно, а вот это типа нет. Кого-то еще? Может, из тех, кто не говорит по-русски? Из тех, кто не говорит по-русски, ну, для меня Канье Уэст — это самый вообще... Все, что он делал, это со вкусом. И это еще меняет что-то. То есть он делает вот так, после него вот это становится так. Ты говорил, что твой кумир Луи Си Кей, но мне приходилось слышать про тебя, что твоя ролевая модель — это Канье, потому что желание новаторства и желание постоянно удивлять людей. Это близко к правде или нет? Даже если неосознанно. Я 100% пытаюсь быть как они оба. Потому что это же мои герои. Понятно, что у них есть там... Причем и у того есть фрагменты в жизни. Но если брать то, что они делают, я, конечно, хочу придумывать новое. Потому что это чуть ли не единственное, что меня радует, когда ты придумал что-то. Радует не... Это звучит так. Радует именно вот так сильно. Ты что-то придумал, и это получилось, и ты думаешь, блин, я вот это придумал. Класс. Ты стал ресторатором. Да. Ты открыл кафе вместе со своей девушкой, и еще вторая девушка была третьим партнером. Да. Все так? Да. Чья была идея? В основном моей девушки бывшей. Вы сейчас не вместе? Нет. Там еще была история, что была вторая девушка, которая из Волгограда, она привезла технологию. Или... Да, это по ее технологии. Она работала на производстве у моего знакомого, который делал по этой технологии. Угу. Вы не очень хорошо расстались? Да, мы плохо расстались, потому что... С девушкой, которая партнер, которая из Волгограда. Почему? Я узнал, что она начала искать какие-то обходные пути, как это делать без меня, при том, что я это финансировал полностью. То есть я просто взял их в равную долю с собой и сказал, вот вам деньги, делайте, я просто пассивный инвестор. И я не рассчитывал на какие-то деньги, просто это было больше для моей бывшей девушки. И я узнал, что она там собирает номера всяких там. Ну, когда проект взлетел, люди начали приходить и говорить, что вы тут в подвале, пойдемте, у меня там вот это есть. И она начала собирать эти номера, и моя девушка мне про это рассказала, и когда я ей сказал, что это ты, зачем ты это делаешь, она сказала, что она этого не делает, что этого нет. И помимо этого еще другие моменты, как она там говорила, тоже за спиной, что она как-то сказала фразу, которая стала вот решающей в нашей ссоре. Она сказала, что Артура вообще в долю не надо было брать. Она не думала, что я про это узнаю. И я ей позвонил и сказал, и она начала плакать. И потом пришла, при том, что мы не собирались с ней расходиться. Она сказала, я не выйду на работу. А мы же там все втроем работали. Ты лепил котлеты там? Да. Она сказала, я не выйду на работу. И через 2 дня она вышла на работу. И я ожидал, что она извинится, и мы как-то продолжим. Но она сказала, что либо мы по-хорошему это решаем, либо по-плохому. Я говорю, что такое по-хорошему? Она говорит, мы заключаем договор, что мы равные партнеры. У нее был страх, что мы от нее избавимся. Договора никакого не было. Мы просто такие... Ты понимаешь, да, что это все было сделано вот как дети, знаешь, собрались и решили вот это сделать.
Я говорю, а по-плохому? Она такая, по-плохому я пойду расскажу, как ты, типа, взял мой рецепт и решил от меня избавиться всем этим обзорщикам, которые писали про это место. Я сказал, делай по-плохому. Ну, потому что я ультиматум не понял, почему я вдруг виноват в этом. И она пошла, рассказала, и там пару человек про это написали. И мне еще некоторое время говорили, типа, а ты что, взял ту девчонку, да, и, типа, взял ее рецепт и избавился? Угу. Я такой, ну, нет. А по сути, рецепт-то не ее? Рецепт вообще глобально не ее. Но мы это начали делать как раз потому, что этот рецепт она знает. То есть мы по этой технологии делаем, потому что она знает этот рецепт. Рецепт — это я писал, я познакомился с этой женщиной, в Волгограде она живет, Минора зовут. Это ее рецепт. Я полетел в Волгоград, и мы с ней пообщались. Она у них работала когда-то, и вот она переехала в Москву. И моя девушка случайно наткнулась, она официанткой работала, вот эта лепщица из Волгограда. И как бы она привлекла ее, чтобы мы все делали вот этот проект. Так, и в итоге это ничем не закончилось? Нет, она ушла, она открыла свое заведение, оно не пошло, и она закрылась, насколько я знаю. А мы с девушкой переехали в новое место, потому что у меня тогда был эфир на Урганте, где Ургант съел эти котлеты. И у нас была очередь на улицу, нас все сметали, и мы понимали, что мы не справляемся, и нам нужно расширяться. А Первый канал дает такой эффект, да? Да. Потому что Ургант такой, Я как только вот он вот это сделал, я такой, пиздец. Я же там работал, я такой, это надо будет еще больше работать. А я хотел уже вместо себя кого-то поставить, но из-за того, что лепка — это такая сложная технология, там сложно это делать. Я не мог позволить себе окно, в которое кто-то будет некоторое время не очень это делать. Из-за этого я не мог заменить. И понимал, что мне надо работать там. А потом уже получилось. Потом мы были вынуждены уже. Сейчас ресторан называется по-другому? Да. Он на Патриках? Да. Как у него дела? Мы планируем переезжать. Почему? Вообще, все эти котлеты, это... Я иногда думаю, что надо было в один момент остановиться. Потому что, знаешь, когда ты делаешь бизнес, и это как ком идет, то есть это требует вложений, типа, чтобы вот начать зарабатывать, надо еще вложить, и это разрастается как ком, и в один момент ты не можешь остановиться, либо ты просто такой, я срубаю это, этого нет, и как бы все деньги теряются, и все люди теряют работу. Из-за этого там я поддерживаю этот проект. Но чтобы нам стало полегче, мы думаем о переезде. Вы расстались с девушкой? Да. Что ты можешь рассказать про это? Почему? Из того, что ты можешь рассказать, и тебе комфортно. Я думаю, что мы расстались, потому что надо было переходить на новый этап, а я не готов был жениться, я не хотел. И вот это нависало и угнетало ее. Меня это не угнетало. И я начал чувствовать вот это как-то уже чуть ли не требование. И от этого у нас испортились отношения. Но вообще отношения стали сложнее, потому что она из Украины, она из Одессы. И когда началась война, мы улетели через неделю. Мы сразу поняли, что мы не остаемся. Мы улетели, и все равно как-то это, наверное, сказывалось. Я не знаю, как сказать. Я не знаю, почему у нас все усугубилось, когда мы улетели там в Армению, но явно было не так раньше. А что сказала? Что вы не в Москве живете или что ты гражданин России? Нет. То, что я гражданин России, как бы это не сказывалось. Я уточнил. Да. У меня много пар знакомых, где кто-то из Украины, а кто-то из России, и испытания войной, они проходят как крепкие пары. Проходят? Да. Мы не прошли. Значит, это и знак, что не надо было.
Но у нас не было разногласий в этом плане. У нас просто это бытовые всякие житейские моменты, которые... Я говорю, основная причина — это та. От этого и все исходило. Ты не даешь концерты в России? Да. Это вот такой, ты сказал, что твой принципиальный шаг. Но бизнес у тебя остается. Да. Как ты это объясняешь? Да просто мне легче остановить концертную деятельность, а бизнес как бизнес, особенно такой сложный, это просто сложнее. И я и потеряю много чего. То есть я пытаюсь как-то хотя бы что-то... Я хочу это остановить, но что-то сохранив при этом. А если я это обрываю сейчас, я просто все теряю, и разные люди теряют еще. Я ж там еще не один. Ты можешь говорить, сколько ты вложил уже в это? С самого первого подвала Да. Где-то 20 миллионов. На небольшое место. Нет, это с подвала до Патриарших это 20 миллионов. Типа весь проект, сколько мне стоил, вот столько. В подвал я вложил 1 800 000, что ли. Мы в деревне Пьяно. Одна из самых древних деревень Франции. Она в 9 веке появилась, и в списках самых красивых деревень Франции она фигурирует. Главное не вбивать деревню Пьяно в Яндекс, иначе вот такое будет. Такая вот разница языков. У меня есть знакомые, которые с этим сталкиваются, а есть те, которые говорят, что этого нет, но я убежден, что они просто не замечают, а я замечаю. То есть вот я говорил, что как раз мой брат, мы с ним обсуждали, что он там живет в ЖК, в хорошем ЖК в Москве. И я, когда прилетел летом в Москву, я у него оставался, он в Армении был. Я захожу в лифт, и со мной заходит мужчина, и он тянется, чтобы нажать свою кнопку этажа. И вот так смотрит на меня и убирает палец, не нажимает. А я видел, что он тянется к какому этажу. Я говорю, давайте нажму. А я не в первый раз попадаю в такую ситуацию. То есть у меня было много... Я сейчас расскажу, что с ним было дальше. Но у меня было много ситуаций, когда со мной не ездили в лифте или меня даже не пускали в лифт. То есть там стоит женщина. Так, в лифте. Да, что меня могут не пустить. То есть женщина стоит с ребенком, она такая, мы, знаете, без вас поедем. А, прям так? Да, да. Ну, по-всякому. Но ты для них опасно выглядишь. Да, да. Вот мой брат более располагающе, наверное, выглядит, а я такой бородатый. Ну, в общем, я с этим сталкиваюсь как будто чаще. И с фейс-контролем у меня была такая ситуация, что мы когда были там в юности, шли тусоваться, я знал, что я не буду тусоваться, потому что я просто не попаду. То есть меня часто не пускали. И вот там была история, что у моего друга день рождения в Джаггере. И как бы мы идем туда, и меня не пускают. То есть у него день рождения, у него там стол, то есть все как бы специально под это, и они такие, вы не проходите. Для тех, кто не в курсе, как бы, даже в тех клубах, где тяжело с фейс-контролем, если кто-то забронировал стол под вечеринку, не могут не пустить. Да. То есть это как бы ситуация из ряда вон, не просто, что тебя на обычном фейс-контроле не пустят. Да, но это было, вот я еще думал, типа, вот там юность, да, я еще, может, они видят, что я там мелкий, хотя, я нормально выглядел, нормально одевался. Но вот относительно недавно, там 3 года назад, когда меня не впустили на вечеринку в Бланк. Так, 3 года назад идет, чтобы уже ЧБД идет. Да, да, я там был после ЧБД, не знаю, сколько лет это назад, может, 4 года? Да, значит, Бланк — это, вообще-то я все думал, что это фотостудия и кафе в центре Москвы в районе метро Китай-город, вот, но там еще и вечеринки, оказывается, проходят. И ты на нее пришел. Да, мне друг говорит, пойдем, там, типа, классные вечеринки, типа, там, круто. Мы идем, и всех пускают просто, все заходят, и там стоит фейс-контрольщик, и он такой, ребят, типа, нет. Я такой, почему нет? Он такой, вот так.
Я говорю, ну как-то объяснить. Я говорю, мы плохо одеты или что? Он такой, ну нет, есть просто определенные критерии. Я такой, ну это те критерии, про которые я думаю. Он такой, ну... И мой друг такой, пойдем, мы разворачиваемся, он видит, что меня начинает... Ну я от такого сильно завожусь. И он такой, типа, пойдем вернемся, ты с ним поругаешься, типа, чтобы тебя отпустил. И мы вернулись, и я с ним поругался. Но я долго вел, я говорю, расскажи мне вот этот критерий, типа, я хочу услышать. Ты перешел на «ты»? Да, конечно. Ага. Но это не так, что мы там друг друга оскорбляли, просто мы там на повышенных с ним спорили. И в итоге он такой, ладно, типа, проходите. Реально, то есть это впервые, когда мы поспорили, он такой, ладно. И мы заходим, и там ни одного хача не было. Вообще ни одного. Я такой, я, кажется, на 100% знаю уже критерий. Хотя потом я был на вечеринке «Бланк», где мои друзья тусовались, они армяне. Так что нормально. Ты связываешь то, что там не было кавказцев, с тем, что они пускали? Может, Да. они именно в этот вечер не пришли? Ну, может, да, скорее всего, их не было, и они такие, пусть и не будет, может... Ну, я не знаю, короче, у меня есть эта тема, что я всегда это замечаю и всегда с этим сталкиваюсь. А брат нет? Брат нет. И он мне говорит, может, ты это ищешь как раз? Я такой, я не знаю. Потому что это как будто такие моменты, стычки, меня очень оживляют. То есть я сразу, вот человек, который не знал, на какой этаж, ну, он не хотел нажимать, я же с ним, я прям раскрылся. Я такой, типа, а что, ты меня боишься? И он такой, боюсь. Ну, начал вот так, типа, я говорю, а чего ты боишься? Что я вот эту твою курточку, типа, и вот так прям делаю. И он прям вот так смотрит, я говорю, вот эту курточку, типа, твою, приду, заберу. Он такой, да. И у него еще собака такая. Я такой, вот этого пса, да, он, наверное, очень дорогой. Он такой, очень дорогой. И смешно, кстати, в этот же вечер ко мне приезжает девушка, и мы выгуливаем пса. Нет, мы не выгуливаем пса. Я спустился, чтобы ее встретить, потому что она в первый раз приезжает в этот дом. И я спускаюсь, мы заходим в подъезд, и я смотрю, что этот же мужик, он стоит у лифта и ждет. Ага. Лифт. И лифт приезжает, двери открываются, он заходит, и я с ним захожу, и со мной девушка. И мы вот так стоим, и я ему говорю, я, кстати, запомнил ваш этаж, давайте я нажму. Я вот так нажимаю. И он такой, спасибо большое. Я говорю, да. Я, кстати, на днях планирую зайти, там пару вещей у вас забрать, потому что, ну, хочется ограбить. Я вижу, что много ценного. Он такой, я вас очень жду. И вот так выходит, и девушка просто вот так стоит. Ну, ты понимаешь, что она не знала эту историю дневную. Для нее это мы просто зашли в лифт, и я такой, я зайду к вам, ограблю, типа, попозже. И она такая, это что вообще было? Ну, слушай, ну, в целом это у вас же как бы история отношений, перетекшая в такое довольно приятное знакомство, или нет? Это было токсично. Это вообще неприятно было. Нет, про ограблю, я вас очень жду, это токсично звучало? Это не звучало как некое примирение? Он с абсолютным негативом, он такой, типа, очень вас жду. Вот такое, типа. Но смешно с ее стороны это представлять, что вот... И важная деталь, еще раз, если кто-то не уловил. В клуб «Бланк», где снимают «Что было дальше», тебя не пустили, когда ты уже был звездой. Где я снимался на тот момент, то есть там. И я подумал, что если так меня не впускают, меня, наверное, никогда не впустят. И так ты «Что было дальше» и ушел? Из-за этого, да. Я задам один вопрос про ЧБД. Ты много про него рассказывал, хоть и редко появляешься. Как ты отреагировал на их уход в ВКонтакте? Ну, не очень, но как бы это их путь. Я просто к ВКонтакте отношусь так. Как? Не очень. Почему? Да, что это? Росгоссоцсеть. Ну вот. Ну, а что тогда они ушли на госуслуги сразу? Пошли бы на госуслуги. Я думаю, что ребятам надо было продавать контент. Вместо расширения, то есть вместо вот этого повсеместного, надо было уходить, надо было сужать внимание, и тогда бы это работало лучше. Ну, по сути, такие же попытки были. И приложение Label.com, и вроде даже сами пацаны... Это никогда не было. Это приложение Label.com, это вообще
имитация и... Короче, никогда не было цели что-то сделать именно для развития. Это всегда была цель заработать денег. Это не конкретно, что было дальше. Это, в принципе, у Comedy Club Production. Что было дальше, как отдельная единица, мне как бы... Люди, которые этим занимаются, мне близки, мне нравятся. Если ВКонтакте твой следующий концерт, у тебя попробуют купить и назовут цену, например, в 20 миллионов рублей, ты продашь? Нет. Да там любая цена, это не важно. Я люблю деньги зарабатывать, но я люблю их зарабатывать определенным путем, тем, который мне будет нравиться. От этого я не зарабатываю этих денег, которые сейчас все вокруг зарабатывают. У меня как бы свой путь. Я получу деньги, но я получу их по-своему и не сразу. Но как бы я приду к этому. Еще одна ситуация, которую я ждал на самом деле и получил, когда у меня выступление, и меня не пускают в клуб, где у меня выступление. Извини, что я смеюсь. Ну да, это сюр. То есть фейсер, он говорит, типа, вы не проходите. Я говорю, я все-таки должен пройти. Он такой, я же сказал нет. И я такой, типа, заготовочка. Я такой, тогда сегодня ничего не состоится. Такой, типа, крутой. Он не понял, конечно, такой, чё? И я позвонил, пришла девушка, она сказала, типа, это же артист. Он такой, все. Они не извиняются, то есть такое было, все, заходи. А это Москва была? Да. Раз мы коснулись этой темы, я попробую. А что ты при этом чувствуешь? Мне очень обидно. То есть я могу типа просто это закрыть, но это как будто мне открывает на секунду настоящий взгляд на то, как я в их глазах, то есть как я выгляжу в целом. Я когда мимо люди проходят, я же их не спрашиваю, как я вам, правильно? Но когда я попадаю в такие ситуации, я понимаю, что меня, в принципе, воспринимают вот так. Как, чужого. Слушай, а в разговорах с родителями, может быть, друзьями постарше или не постарше, вы фиксируете, есть какая-то тенденция, к тому, что хоть что-то улучшается в этом смысле? Или улучшалось до войны? Вот с течением времени. Я не могу сказать, поменялось ли, потому что у меня условия жизни становились лучше, поэтому, может, у меня в целом там жизнь, как бы я окружал себя более какими-то подходящими под себя условиями. То есть, понимаешь, да? И типа лучше район, где я живу, там лучше соседи, там лучше окружение, лучше магазины, в которые ходишь. А раньше это, конечно, много было. Но у меня родители меня учили, что просто, типа, закрывай глаза. То есть для них это логично. Когда я приходил, говорил, вот так-то, так-то, они такие, мы гости, а что ты хотел? Просто, типа, забей, двигайся дальше. У меня мама часто с таким сталкивалась. Вот когда я мелкий был, мы куда-то шли там. Тебя Америка в том числе поэтому привлекала всегда, что там в этом котле все... перемалывается гораздо. Мне уже на это как-то, то есть я уже принял, что я и в Армении на самом деле немного отличаюсь, потому что они видят русскоговорящих, они видят армян из Москвы, мы чуть-чуть другие для них. И также как бы там. То есть у меня нет понимания, вот я домой там возвращаюсь. Ни там, ни там. Но Москва при этом мне ближе, потому что я же там вырос. Но всегда вот это отложенное ощущение, что, если что, как бы не удивляйся. Мы с тобой говорили про ксенофобию, на которую ты натыкаешься. Вот, например, про историю лифт, как с тобой боятся в лифт заходить в одном жилом комплексе. Да. Шутка из твоего концерта. Да и Фазиля, это что за имя? Больше похоже на название деталей. Почему поведение людей, которые с тобой в лифт боятся заходить, это ксенофобия, а шутка про Фазилю нет? Потому что я им противился и уподобился им. Я стал таким же. Да, Юр, не знаю, да дурак я, потому что... Фазиля — это не настоящее имя, если что, я изменил. Но смотри, почему я могу оправдать эту шутку сейчас? Потому что в данном случае меня атакуют первыми. Это как, знаешь, я защищаюсь. Я не говорю, что я захожу в подъезд, и там консьержка, ее зовут Фазиля, я такой, это что, название деталей?
Я говорю, что я захожу, и она со мной разговаривает, типа, здрасте. Ну, типа, она первая на меня идет, и я уже как джентльмен отвечаю. То есть я первый не бросаюсь. Но это меня не оправдывает, потому что я все равно прибегаю к этому. То есть сейчас, спустя почти 2 года, ты эту шутку не считаешь удачной? Нет, она мне нравится. Она мне нравится из-за ситуации, а не из-за того, что Фазиля на название деталей похожа. Что она первый день на работе, и почему-то она со мной свысока разговаривает, хотя я живу в этом доме. Типа я такой: о, вы первый день? Ты понимаешь, что я в этой ситуации, я приветливый сосед. Что и было. Я захожу, я такой: о, здрасте. И она такая: здрасте. Я такой: это что, как бы с нуля так? Я говорю: да, я проявлю себя как-то, потом ты будешь это делать. Ну, вот это свое классическое. Я говорю: меня зовут Артур. Понимаешь, да? Я такой: я борюсь. Я все еще хороший гражданин. Я говорю: меня зовут Артур, вас как зовут? И она мне просто показывает на табличку. И я неправильно читаю ее имя. Я говорю: Фазиля? И она такая: Фазиля! И тут я уже выпускаю свой гнев, и я говорю: ты почему себя ведешь так, будто я должен знать это имя? Что звучит по-имперски уже. Шутить над именем вот таким имперским способом, это не то же самое, когда там человек тебе что-то предъявляет без насилия, а ты ему сразу с размаху в скулу даешь? Но это та же ситуация, просто утрированная. Да, это та же ситуация. Так я и говорю, что, блин, видишь, я человек. Я тебе рассказывал, как я в лифте человека за курточку вот так взял и говорю, типа, ты меня боишься? Ну, потому что я проявляю слабость. Потому что, когда я вижу вот такое отношение, я злюсь и становлюсь просто уязвимым человеком, который начинает защищаться. Та же ситуация тут. Ударить по лицу, ну, я не ударю, но в утрированном виде это вот так и выглядит. Типа мне бросают комментарии, типа ты вот там чурка. И я такой: чё? Тебе не нравится бэдкомедиан? Да. Объясни, почему. Ну, во-первых, бэдкомедиан, чем он занимается? Он берет, очевидно, плохие фильмы и делает обзоры с абсолютным негодованием, типа... Хотя эти фильмы даже никто не смотрит. Например, если ты хочешь провести параллель со мной, я критикую Данилу Поперечного, потому что у него на концерте 7 тысяч человек. А он критикует фильм, который мы даже не знали, что существует, пока он его не показал. И он делает на этом контент. Это все, что он делает. Я зря себя с ним сравниваю, или ты хотел к этому подвести? Ну, он разный. Иногда он берет то, что о существовании чего мы не знали. Иногда там хитовые вещи, типа там «Движение вверх». Весь юмор построен вот на этом. Все равно, я считаю, я же раньше тоже, я высказываюсь о коллегах, наверное, последние там 2 года. Я раньше не высказывался, потому что я думал, достаточно делать хорошо, и люди поймут, что такое хорошо, но я делал хорошо, в моем понимании. Кто-то может сказать нет. Но люди не заметили этого. Кто-то заметил, но в основном люди пошли и такие: кстати, вот это, еще и меня сравнивают с этим, мне вот это не нравится. Вот это вот хорошо, а вот это, ну, такое. И я начал еще и... Вот смотри, чем хорош... Давай я про тебя скажу. Чем хорош Юрий Дудь вообще? Мы как-то с другом обсуждали, что ты чуть ли не самое важное, что с Россией случалось. Это звучит пафосно, но я объясню. Смотри, как вообще что-то поменять в обществе? Надо не критиковать. Критикой ничего не поменяешь. Критика только вот людей как-то угнетает. То есть они такие: и это плохо, и еще мне говорят, что это плохо. Что нужно делать? Нужно показать, что есть хорошего. Ты много лет знакомил, и меня в том числе, с героями, о которых я вообще не знал. То есть ты такой: смотрите, в России есть вот этот человек есть, вот этот. И я такой: ничего себе, смотри, типа не все потеряно, понимаешь?
И вот это не все потеряно, это и есть главный вдохновитель, который там... я сделаю вот это, Роднянский вдруг увидит. Я вообще не знал, кто такой Роднянский. Ну, я к примеру, понимаешь? Я вот до тебя не знал, кто такой Роднянский. Я прочитал его книгу, вообще потрясающе. И вот это намного важнее, чем критика. Вот, например, когда ты берешь интервью у Кучеры, это для меня это как ты что-то делал, а потом ты такой... А потом я что-то делал, потом я такой, вы что вообще вот это смотрите? Я начинаю критиковать. То, что ты взял у Кучеры интервью, ты как бы говоришь, народ, хорошо, вы хотите, чтобы я показал плохое и насколько оно несовершенно? Вот смотрите. И я впервые от просмотра выпуска Дудя ощутил, что, все плохо, потому что эти люди вокруг меня. Это не тот посыл, который ты привык транслировать. Поэтому я к тому, что я был хороший человек, который в один момент, это можно сказать, что это моя слабость. Атаковать своих коллег и так далее — это слабость. Но это чуть-чуть еще и бессилие от того, что народ, вы реально это смотрите? Мне что, взять и разобрать, почему это дерьмо или что? И чуть-чуть работает. Ты заходил в комментарии? Я видел просто твое высказывание про Бэдкомедиана в шорте. Да. И зашел в комментарии. Да. И в комментарии... Ты не видел? Нет. В комментариях претензия: слышь, а ты что ли смешно шутишь? Как ты на это реагируешь? Там вот прям большинство такого было. А я смешно шучу, да. Правильно ли воспринимать Бэдкомедиана как человека, который дает юмор? То, что ты его оцениваешь как комедианта. А что он дает? Он дает обзоры. Он обозревает видео со скетчами. Короткими. Хорошо. Но, Юр, его фигура, он же очень популярный человек. Да, очень. У меня бы не было вопросов, если бы он не плодил вот это... То есть, вот ты говоришь, его фанаты... Понятно, я его первый атаковал, но его фанаты говорят, а ты что ли смешной? Вот эта армия — это его сила. То есть, когда у тебя такая сила, когда к тебе столько внимания, нельзя говорить, что ты просто обзорщик. Он только этим занимается, он не говорит какие-то вещи там, он ничего не говорит особо со стороны. Про что? Вообще про общество. Много чего. Смотри, вот он, набирая популярность за счет вот этих дурацких видео, это мое мнение, дурацких, он потом может сказать, что Советский Союз — это круто. И эти люди, которых он завоевал вот этим, они уже что угодно примут как... То есть если он прав там, когда он обсирает говнокино, то значит он прав и тут. Это же комики вообще должны ответственнее подходить, потому что у них есть их путь к сердцам зрителей намного короче, потому что они работают через юмор, а юмор — это сразу располагающий аспект. Да, и это ответственность. Я к тому, что Бэдкомедиан — это вообще лайфстайл, это не просто видосы. Ага. Я же вижу фанатов Бэдкомедиана в интернете. Как бы ты описал его, фаната Бэдкомедиана? Это люди, которые говорят... я не буду, это... Страшно? Оскорбительно. Окей. Но это люди, которым надо чуть побольше всего посмотреть. Ты хочешь поспорить про это? Я про то, что ты показывал самое лучшее и не фокусировался на негативном, что это важнее, чем критика. Артур, мне кажется, ты так избирательно нас смотрел, потому что огромное количество людей, наоборот, видело в том, что мы делаем, то, что Дудь все время ругает Россию. Да нет, наоборот, это как раз... Очень много. Ты серьезно? Ты просто, видимо, либо запоминал, либо смотрел то, что тебе в таком фокусе запоминалось. Претензия, что типа, ты чё критикуешь? У тебя все есть. У тебя миллионы. А ты чем-то недоволен? Ты при Путине заработал. Почему ты в каждом интервью, в каждом почти, говоришь, что Путин плохой? Ты просто, видимо, до тебя это как-то не долетало.
Ну, видимо, мы с разных сторон это видели. Но... И концепция-то была, что да, очень хотелось всегда показывать классное в России, плюс вот эта рубрика «Заебись», которая была в Инстаграме, которая подсвечивала классное про Россию. Что-то запущенное как некая психотерапия после проблем, казалось тогда больших, запущенных после аннексии Крыма и постепенного закручивания гаек в России, вот, оно как бы разрослось в нечто большее, чем просто личная терапия и самоуспокоение. Вот. Но мы точно хотели не только классно показывать, мы хотели показывать проблемно. И разфигаченные дороги в Ярославле, и забытую Камчатку, и сталинские репрессии, про которые они говорят. Этого тоже было много. Но это все равно воспринималось иначе, потому что ты как будто это больше от переживания исходило, а не типа «посмотрите». Я потому что часто чувствую как раз вот это. Посмотрите, какие дураки вот тут. И вот это как раз вот критика негативная. А вот это критика сострадающая. Типа, ребят, ну чё мы вот так это? Поэтому, возможно, я это иначе воспринял. Когда ты планируешь возвращаться в Россию? Ну, я периодически прилетаю, но глобальный план, что я прилетаю и остаюсь жить, я пока этого не вижу, я не понимаю. Может, да нет, когда все закончится, скорее всего, тогда. Почему? Да просто сейчас не мое время там. Там не время таких, как я. Мне кажется, там приближается время такой силы, такой грубой силы. Ты говорил, что тебе не нравится фильм «Брат». Мне не нравится, как главного героя не сделали уязвимым в его проблемах. Фильм «Брат» — это фильм «Таксист», правильно? Ты смотрел «Таксиста»? Про Скорсезе. Да. Угу. Как показывает «Таксиста» Скорсезе. То есть это та же история. Человек вернулся с войны, и он решает, что надо как бы что все утопает в дерьме, надо вершить правосудие своими руками. И он и это делает. Но при этом он показывает несовершенность этого героя. То есть, если ты помнишь, он... Ну, это сумасшедший человек. Он оторван от реальности. С первых кадров практически. Да, он ведет девушку на порнофильм в кинотеатр и все такое. Фильм «Брат» — это та же история про человека, который возвращается с войны, но он неуязвим. То есть он прав, он не ошибается, и он убивает людей просто потому, что это иногда такое препятствие. Это он... Короче, фильм круто смотрится, это круто. Но сам посыл, что режиссер этого фильма не показал несовершенность этого героя, он не показал. Мне говорят, он показал, люди не увидели. Да не показал, люди бы увидели. Надо было что-то сумасшедшее сделать с ним. Показать, что человек, который ходит и решает проблемы, убивая людей, это ненормально. Почему он убивает людей? Мои одноклассники, которые националисты, они обожали этот фильм, они цитировали его. Ты же понимаешь, какие фразы. И этот фильм, он стал нечто... У Ницше есть книга «Так говорил Заратустра». Там оправдываются определенные действия насильственного характера, в том числе тем, что человек — это прогрессирующее существо, и он должен существовать не в пределах морали, там, что хорошо, что плохо, а все сложнее. И эта книга, когда ты читаешь, ты вдруг ощущаешь свою внутреннюю злую часть. И я узнал, что эта книга — это вторая по популярности книга у нацистов была. Это «Майн кампф» реже читали, чем вот это. И для меня подобного рода фильм, где человек в погоне за своими там целями делает безнравственные вещи, никак за это не расплачивается и диктует, что это правильно, это вот как раз стало вот чем-то таким сейчас. То есть этот фильм, это зеленый свет к тому, что вопросы можно решать вот так. Вот моя претензия к этому фильму. Так-то классно смотрится, круто, там сцены хорошо поставлены, все такое. Поэтому в чем сила, Юр? Круче было, когда перед Богом человек оказывается. Но это другой интервьюер спрашивал.
Это у тебя до сих пор есть, оказавшись перед... Богом? Да. Меня никогда не спрашивал. Это вопрос Владимира Познера. Типа, ты убрал этот вопрос, потому что мало ли человек неверующий и так далее? Владимир Познер и анкетой Пруста задал вопрос, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Ты другой вопрос Мы задавал. спрашивали, Все. оказавшись перед Путиным, Да. но потом через пару лет нам надоело, и мы стали спрашивать, в чем сила. Да. Потому что ответ на этот вопрос часто показывает человека. И что? И люди говорят в правде. Вот что такое правда? Что, люди знают, что такое правда? Я думаю, у меня нет статистики, за 100 или примерно 100 выпусков, когда мы спрашиваем, в чем сила, ответ в правде был раза 4-5. А какой самый популярный? Думаю, что-то, скорее всего, в любви. Вот это самый хороший ответ. Хотя любовь переоценена. Переоценена? Да. Объясни. Любовь — это такое, на самом деле. Это как-то возвышает, но это все равно... Это не созидающее чувство. Да ну. Да, любви недостаточно всегда. И от этого можно делать всякое. Вот, например, у меня собака есть. Вот она лежит рядом со мной. Вот голова у меня на плече. Я испытываю... Я не знаю, что такое любовь, но мне кажется, это оно. То есть я вот лежу, и я понимаю, насколько мне это чувство нравится, и насколько мне его недостаточно. И когда меня лишат этого чувства, я пойду на безумство. Это не очень хорошо. Бывает же по-другому. Любовь может аккумулировать какие-то другие в тебе вещи. Если и брать... дисциплину, и волю. Среди других чувств там зачастую это лучше, чем там другое. Но вообще глобально... Глобально, знаешь, что хорошо, когда штиль. Да, это вообще тогда человечество обретет покой. И тогда не нужно будет ни искусства, ничего, ни разговора, ничего вообще не нужно. Но будет скучно. Не будет. Тебе будет достаточно, что ты вот сидишь, и ты вот... Я не знаю это чувство, но звучит, как будто тебе ничего не надо будет.